я решил, что первая ступень должна дать человеку мгновенно следующие возможности. У человека должны мгновенно исполняться желания. Второе, это выглядит очень смешным, тем не менее. Второе, я буду говорить о том, каким образом делать так, чтобы богатство было не чем-то неизвестным, а очень быстро срабатывающим по отношению к вашему бизнесу. Также я решил, что на этой ступени я дам тайные слога, которые мгновенно будут открывать у человека паранормальные способности. Также я целый ряд специальных методов дам на этой ступени специально для того, чтобы можно было очень быстро решать такие вопросы. Мне не нравится, что человеку для очищения пространства не требуется время. Я решил давать практики по очищению пространства, которые будут делаться или выполняться по щелчку пальца. Оп, и чистое пространство. Скажите, это интереснее, чем зажигать палочки, ходить по помещению, дуть и так далее. Но для того, чтобы начать это делать, мне необходимо вас обучать немножечко другой эзотерике, а также вводить определенные знания, которые в дальнейшем позволят вам понимать, с чем же вы все-таки сталкиваетесь, для того, чтобы, и я скажу, почему я этого не ввел раньше. Дело в том, что для меня, как преподавателя эзотерики, очень важным было создание некого такого тайного или магического образа, который я создавал с целью использовать более эффективные методы самостоятельно. Для того, чтобы показывать, возможно, более высокую эффективность перед учениками, а также создавать небольшую недоговоренность, возможно, в виде каких-то методов и так далее. Я решил в этот раз быть человеком, который доскажет все, а также покажет все, а также объяснит, каким образом это работает. И начну я вот с чего. Итак, заниматься эзотерикой или заниматься магией без предварительного обучения или без понимания основных понятий магических невозможно. Одно из основных магических понятий заключается в мироздании, которое есть в мире, и как происходит мироздание, почему люди участвуют в этом мироздании, кто такой Бог, какие существуют принципы Бога и так далее. Вот с этого я хочу сегодня начать. Итак, жизнь как жертвоприношение. Это первый пункт, о котором мы сегодня будем разговаривать. Поверьте, несмотря на то, что это выглядит очень просто и удивительно, вы для себя откроете сегодня уже огромное количество всевозможных тайн. Итак, жизнь как жертвоприношение. Что это обозначает? Вот смотрите, наше тело, оно всегда горячее. Согласитесь, оно горячее. Тогда вопрос, почему, когда мы начинаем болеть, у нас поднимается температура? Тогда почему, когда мы начинаем болеть, у нас поднимается температура? Или почему, когда мы спим, мы остываем и становимся более холодными? Почему, когда человек умер, он стал холодным? И почему, когда он живет, он горячий? А скажите, какие у нас есть ассоциации с элементом тепла? Элемент тепла, по-другому, это элемент, который постоянно отдает энергию. Можно ли так сказать? А скажите, что еще в нашем понимании отдает энергию? Можно ли сказать, что обогреватель, который делает нашу квартиру или дом теплым, отдает энергию тепла, которая выглядит в виде сжигания? А скажите, жизнь человека, она коротка? Наверное, коротка, 100 лет там, или 50 лет. Можно ли сказать, что человек как жертвоприношение, то есть мы живем, и в нас, или мы являемся фактически элементом сгорания. Я хочу вам сказать, что именно этот элемент мы из себя и представляем. Для божественной энергии человек является неким элементом сгорания, то есть мы по-другому выглядим так. На протяжении своей жизни мы выделяем тепло, и после этого, за счет выделения этого тепла, мы сгораем, и после этого умираем. Тогда почему мы начинаем болеть перед тем, почему мы начинаем очень сильно выделять тепло в тот момент, когда мы нервничаем, или в тот момент, когда мы очень сильно болеем? Дело в том, что это для общей энергии связано с тем, что у нас появляются риски прекратить нашу жизнь. И в этот момент включается функция побольше отдавать энергии. Таким образом, в тот момент, когда человек болеет, он отдает больше энергии. Кому эта энергия принадлежит?
Эта энергия принадлежит Богу. Вы представляете? Таким образом, когда человек выделяет тепло или когда человек живет, он фактически является неким духовным пламенем или духовным огнем. Вот представляете, был странник, который жил, и странник этот находился все время в комнате, где нет тепла. И в какой-то момент этот странник придумал, а не сделать ли мне тепло? И после этого этот странник придумал людей, которые выделяют духовное или душевное тепло, которым этот странник, то есть по-другому великая божественная энергия, нельзя сказать питается, а за счет которого испытывает состояние тепла. То есть по-другому можно сказать, что все, что было у нас в прошлом, это костер, и наши мысли, они в прошлом догорают. Все, что у нас в будущем, это то, что предстоит нам еще узнать или познать. И фактически наша судьба или наша жизнь – это фактическое жертвоприношение. Таким образом, Бог – это тот, кто принимает жертвоприношение, а человек – это тот, кто жертвует себя во благо Богу. Представляете? Таким образом, вся наша жизнь без молитвы или с молитвой не имеет значения, является практически элементом жертвоприношения божественной энергии. Хочет этого человек или не хочет, или где бы он ни находился, ему все равно придется прожить эту жизнь от начала и до конца, и все равно нагреваться, выделять тепло и так далее. Но дело в том, что здесь есть одна особенность. Когда человек выделяет энергию, оказывается, человек выделяет энергию только днем, когда он ходит с открытыми глазами, когда он живет с открытыми глазами, он выделяет тепло. И в этот момент, когда он выделяет тепло, его внутренние вибрации, я о них тоже буду говорить сегодня, они выходят во внешний мир и создают некий магнит притягивания в жизнь нашу определенных событий. Но вот когда мы ложимся спать, то ночью с закрытыми глазами энергия в нас начинает заходить. Таким образом осуществляется определенный ритуал, который называется «Днем человек дышит в Бога, а ночью Бог дышит в человека». Обычно на протяжении дня Бог дышит в человека, Бог не дышит в человека на протяжении дня, а ночью эта энергия входит в нас. Как она входит, я буду объяснять. И вот что она делает. Ночью она сжигает наши мысли и сжигает наши чувства. Скажите, человек без сна может быстро умереть? Давайте я вам скажу. Если человек прекращает спать, он не получает божественную энергию, он быстрее умирает. А вы знаете очень много таких людей, которые умерли от того, что они постоянно спали. Давайте я вам скажу, таких случаев практически никогда не было. Даже если человек принудительно или через таблетки заставляет себя спать, даже в случае, если человек впал в состояние комы и его сознание перешло в состояние сна, этот человек все равно будет жить. Почему? Потому что таким образом Бог входит в его сознание и наполняет это сознание и тело. А вот в случае, если человек не спит, то он не получает божественной энергии. Вы представляете? Именно поэтому он может умереть. Здесь есть концепция, которую нужно запомнить и знать ее навсегда. Оказывается, человек отдает энергию следующим образом. Человек отдает энергию, когда он днем с открытыми глазами находится и ночью спит с закрытыми глазами или лежит с закрытыми глазами. Поэтому любые мысли, которые есть у вас в ночное время, они, как правило, сгораются за счет этой божественной энергии, очищая вас в середине, и это, скорее всего, не произойдет. Одна из идей эзотерических звучит так. Если вы на ночь думаете о том, как сделать бизнес, знайте, у вас, скорее всего, это не произойдет. Почему? Мечтать на ночь или мечтать с закрытыми глазами днем ни в коем случае нельзя. Потому что если вы мечтаете ночью с закрытыми глазами, а днем с открытыми глазами, знайте, этого никогда не произойдет. Ночью с закрытыми глазами, а днем с открытыми глазами. Ага, если вы ночью спите с закрытыми глазами и мечтаете о чем-то, это не произойдет. Если вы днем закрываете глаза и мечтаете, то это не произойдет тоже.
Конечно же, многие люди в эзотерику приходят и говорят: я хочу изменить свою жизнь. Я хочу сказать вам, что обозначает изменение жизни. Изменение жизни фактически обозначает вот что: революцию. Представьте, будто вы сейчас соберетесь производить революцию. Во время революции будут гореть шины, взрываться дома, там, возможно, у кого-то будут скандалы. Поэтому, если вы несчастливы и в своей жизни пытаетесь что-то изменить, даже при помощи эзотерики, знайте, это обязательно будет производить революцию. А скажите, во время того, когда происходит революция, то можно ли сказать, что любая революция приводит к разрушению старого и построению нового? А тогда скажите, любое разрушение это тяжело? Скорее всего тяжело. Поэтому я хочу вам сказать, начиная заниматься эффективной эзотерикой, с желанием изменить свою судьбу, вы должны знать, что вы скорее всего будете изменять это по принципу революции. То есть у вас обязательно будет что-то изменяться. Как это может быть? Те люди, которые рядом с вами находятся, они, скорее всего, находятся в состоянии абсолютного комфорта. Им удобно, что есть там женщина, или удобно, что есть мужчина, которые постоянно там приносят деньги, ведут себя определенным образом, и они находятся в состоянии комфорта. В случае, если у вас что-то начинает происходить, и происходят даже невидимые изменения, то первый, кто начинает реагировать, это ваши близкие. Они начинают вас осуждать, воспитывать, я не знаю, критиковать, что-то делать. Почему? Они боятся, что тот уклад спокойной жизни, в котором вы находитесь, может быть кем-то разрушен. И вы умудряетесь за счет вот этих практик, а также за счет эффективной магии разрушить вот этот уклад, который заставит человека двигаться, в котором вы придумаете новые виды своего бизнеса, или в котором это заставит окружающих быть более, может быть, целеустремленными, целостными и так далее. Вибрации. Очень часто в эзотерике используется слово, которое называется вибрацией. То есть очень часто люди говорят: вибрации, у человека такие вибрации, у этого человека такие вибрации. В эзотерике достаточно активно используется это слово. Я хочу вам сегодня сказать, что, по моему мнению, обозначают вибрации, как пользоваться этим словом, а также как пользоваться этим в магии. Итак, человек устроен по принципу создавания и принятия вибраций чужих людей и своих. Итак, что такое вибрация? Вибрация – это чувство, которое создает человек в своем сердце на протяжении дня. Вот что такое вибрации. Человек создает чувство на протяжении дня. Это называется вибрацией. Какие чувства в течение дня вы ощущаете, такая жизнь вас и ждет. Но здесь одна из особенностей заключается вот в чем. В случае, если вы создаете чувство внешне, что вы добрый, хороший, веселый, радостный человек, но в середине вас, в вашем сердце создаются чувства, будто вы несчастная, там, злая, там, ненавидящая людей женщина, и на протяжении дня вы создаете такие вибрации, то они в комплексе создают ваше вибрационное поле. Вы представляете, вибрационное поле создает вам вашу жизнь. Тогда давайте проинспектируем. Итак, практика магии номер 1. Проинспектируем себя на протяжении дня. Что же мы на самом деле создаем? Какую вибрацию мы создаем и что из нас выделяется? То есть, если мы выделяем вибрацию, которая формируется в нашем теле или в нашей энергетической системе организма, и эта вибрация, она связана с тем в течение дня, она связана, возможно, с невыделением вибрации. Это еще что такое? Воспоминания прошлого. То есть воспоминания прошлого, человек все время в прошлом, у него нет чувств, только воспоминания, то есть его вибрации не создаются. В случае, если у человека не выделяются вибрации, то его энергетическое поле Бога воспринимает как мертвого человека. Поэтому в случае, если человек все время вспоминает прошлое, или человек все время находится в каких-нибудь иллюзиях, и в этом случае не создается вибрация, по-другому не создаются никакие чувства, то в этот момент его
физическое тело, оно подвергается быстрому старению, а также может в дальнейшем быть подлежащему уничтожению. Почему? Бог создал людей для того, чтобы они вибрации создавали. Вибрации, по-другому чувства. Если себя сегодня проинспектировать, то можно сказать, что на протяжении дня у меня было много разных выделенных чувств. То есть можно сказать, что у меня были чувства, где я кого-то не любил, где я думал о том, какой я там важный или в чем я хожу, где были чувства о том, как я ненавидел того человека, который ехал рядом со мной в метро. Создавались вибрации, где я был голодный, злился на себя по поводу того, что я голодный. Создавались, допустим, вибрации ненависти к тем людям, которые приходили и которых я диагностировал и так далее. Скажите, вот эти вибрации, которые создавались мной и которые формировали вокруг меня мое вибрационное энергетическое поле, которое в дальнейшем должно создать мои события, оно может создать хорошие события или плохие? Конечно, вы представляете, хорошие вибрации создают хорошие события, плохие вибрации создают плохие события. Далее, любые чувства или по-другому вибрации, которые направлены в какую-либо сторону, в дальнейшем создают действия по направлению к тому человеку, кто создает такие вибрации. Я очень быстро говорю, или понятно все, да? Скажите, то, что я говорю, вам интересно? Ура! Скажите, это отличается от прошлой первой ступени? Ура! Это уже интереснее, да? Та вибрация, которая создает человек по отношению к какому-либо человеку, то есть по-другому можно сказать слово чувство, но мы произносим вибрации, то есть мы не рассматриваем чувство как чувство, мы рассматриваем чувство как электромагнитную или тепловую, или, возможно, какую-то неосознанную или необозначенную до сих пор вид энергии. То есть, когда человек создает вибрацию или создает вот такой вибрационный поток по направлению к другому человеку, то вопрос, для чего он это делает? Ответ звучит так, и этот ответ нужно записать. Любая вибрация, направлена в какую-либо сторону, создает в дальнейшем у человека желание что-то сделать по отношению к тому человеку, кто эту вибрацию создал. Вот так устроено вибрационное поле. Итак, давайте еще раз я скажу. Когда человек, как это на примере высказать, чтобы было сразу же понятным это все. Вот смотрите, я живу дома, я очень благородный, теплый, хороший человек, но я на протяжении всего дня жутко ненавижу своего ребенка. То есть я терпеливо терплю, что он громко кричит. Я терпеливо терплю, что он там очень сильно что-то ломает, скачет, пищит, там, топчется, стукает ногой и так далее. После этого это происходит 1, 2, 3 дня, 4 дня. И после этого мой ребенок подбегает ко мне, хватает телефон и со всего размаха кидает мне в лицо этим телефоном. Скажите, кто в этом виноват, я или он? Конечно, я. Почему я виноват? Вы уже это понимаете? Почему? Потому что я создавал вибрацию, а он, имея чувство или будучи человеком, а тот человек, который хорошо снимает вибрации и хорошо их применяет, эти вибрации, этих людей называют по-другому эмпаты. Давайте запишем. Эмпат — это тот человек, кто чувствует чужие вибрации, применяя или создавая из них действия. Эмпаты. А данное состояние называется по-другому эмпатией. Теперь нам все становится понятным, понимаете? Тогда скажите, кто хуже в семье? Тот человек, который благородно и терпеливо не высказывается, или тот, который вдруг высказался? Пусть будет лучше тот человек, который выскажется, даже если он не прав, чем тот, который постоянно терпит. Не дай Бог жить с терпеливым человеком. Почему? Живешь с терпеливым человеком, после этого с ума сходишь. Почему? Ходил, не обращал внимания, потом взял веник и человеку по голове. Туш. После этого человек говорит, что ты себе позволяешь, как ты мог так вот ко мне отнестись. Что он же не понимает, что я эмпат. То есть я не знаю, почему я это сделал. Мне вдруг захотелось очень сильно обидеть этого человека. Почему? Не нужно было терпеть.
Тогда кто виноват? Тот, кто терпел, или тот, кто терпит, создает вибрацию. Вибрация создает действие у человека, который терпит. Точно так же происходит эмпатия и действие, и ваша вибрация, она может быть еще и по-другому проявлена. Вот смотрите, на протяжении целого дня я ездил в метро. Я ездил в метро, где люди меня раздражали. Меня раздражала там Галя какая-то, которая нечаянно там толкнула меня плечом. Меня раздражал какой-нибудь Уася, который там плевался там нечаянно через левое плечо. И там меня раздражали, возможно, там какие-нибудь высказывания чьи-то. То есть я постоянно создавал вибрацию своего энергетического поля, которое должно создать по отношению ко мне действие. После этого я пришел домой, моя жена сидит рядом со мной и после этого начинает вытаращивать глаза и кричать. Скажите, почему она начинает на меня кричать? Потому что на протяжении дня я создавал вибрационное поле своего энергетического кокона. Представляете, я его не контролировал, я его каким-то образом создавал, и я его создал. Скажите, а я виноват в том, что моя жена кричит? Ну, наверное, не нужно было создавать, быть более терпимым, как это сделать, я дальше расскажу. А почему она сорвалась? Она достаточно хороший эмпат, она сняла информацию с моего энергетического поля и не смогла ничего сделать, чтобы не покричать на меня. Тогда скажите, разве это неправильно? То, что так происходит. Но ведь люди же не знают этого. Именно поэтому человек бегал по улице, его все раздражали в банке. Он пришел домой отдохнуть. Зашел домой, а там свекруха орет, дети кричат, жена раздражается. Тогда над чем человек должен работать прежде всего? Над контролем своих внутренних вибраций. Правильно, да? А как это сделать? Я об этом вам расскажу. Как контролировать быстро свои внутренние вибрации и как делать так, чтобы они не так сильно выделялись. Итак, что необходимо сделать, или правило номер 1, которое есть, и дальше я вас буду называть не эзоториками или не эзотериками, а я вас буду называть новым словом, которое будет называться магами. То есть, что необходимо делать магу? Маг должен постоянно, тоталитарно, можно сказать, а также стабильно он должен проводить инспекцию своих вибраций, которые он выделяет на протяжении дня. Проводить и менять эти вибрации, потому что это под силам. Почему? Человек, живущий в человеческом мире, это человек, который целиком не может контролировать свои чувства. А чувства — это то, что называется вибрации. Вибрации, они не идут из головы, вы представляете? Вибрации — это наши чувства. То есть мы можем себя заставить испытывать чувства кому-то или заставить мозгами не испытывать чувства. А чувства эти создают вибрации, которые создают по отношению к нам определенные действия. Как это можно использовать? На протяжении дня мы должны постоянно думать или постоянно немножечко контролировать себя или свои вибрации и отвлекаться в тот момент, когда у нас появляются какие-либо элементы раздражительности. Хочу вас научить этому. Но давайте мы чуть-чуть это перенесем дальше. У нас только входное занятие. Следующий пункт с вибрациями понятно. Скажите, это интересно то, что я сказал? Наверное, может быть очень полезным, очень интересным. Конечно, женщина, которая ходит, она постоянно думает. И вот этот меня бесит, а вот это хорошая, молодец. И вот это мне женщина нравится, и вот это мне нравится. Вот смотрите, человек смотрит телевизор, и там у него появляются вибрации. То есть смотрит на там президентов каких-нибудь, после этого смотрит на какой-нибудь потоп, после этого у него обсуждение там какого-нибудь пожара, и после этого он создает вибрации. Создает вибрации. Какие? Ненависти. После этого что может сделать другой человек, искренне ненавидя другого человека? Какое действие? Он может ударить? Может. А высказаться плохо, не удерживая себя? Может? Может. А может сделать, я скажу такое плохое слово, подлость по отношению к этому человеку? Да. А любить такого человека может, которого хочется ударить? Наверное, не очень сильно. Тогда любое терпеливое непроявление своих вибраций во время просматривания даже видео может в дальнейшем создать у вашей жены или мужа, у ваших детей, а также у людей, которые в мире или в миру с вами встречаются, неправильное действие по отношению к вам. Поэтому быть терпеливым человеком — это неплохо, просто опасно.
И здесь очень, вы знаете, что здесь важно? Здесь важно то, насколько человек в середине может справляться с этими вибрациями, контролируя их при помощи своего сознания. Вы представляете? А здесь еще одна есть такая фишка, ну, можно скажу слово такое фишка, да? Можно его применять или нельзя? Никого не обидит, если скажу. То есть акцент. То есть в этом всем виден такой вот небольшой акцент. Существует правило вибрации. Эти правила звучат так. В случае, если в сторону какого-либо человека направляется большое количество вибраций, то есть по-другому чувств, не имеет значения хороших и плохих, то это принесет в жизнь этому человеку высокое материальное благополучие. Ужас какой! Оказывается, если вас ненавидят люди, то вы за счет этого будете богатыми. А если вас любят люди, то за счет этого будете тоже богатыми. И здесь не имеет значения. Главное, что это вибрации, которые идут в вашу сторону. Вы представляете? Минус в чем? Оказывается, что вибрации ненависти, которые двигаются по направлению к вам, без действия, а просто вибрации по направлению к вам, делают вас очень жестоким в случае, если они негативные. Или опускают вас на энергетическом уровне. То есть я сейчас об этом говорить не буду, я буду дальше вводить понятие, которое называется чернь, люди, зарабатывающие очень много, люди, состоявшиеся и так далее. Это будет в конце этой ступени. То есть в самом начале я хочу сказать, что когда вас ненавидят, то в этот момент вы будете хорошо зарабатывать, но у вас появится тенденция, и вы начнете проявлять какое-то действие по отношению к людям, и это действие будет негативное. Вот смотрите, я видел недавно такую сценку. Человек на Мерседесе остановился, после этого открыл окно и начал очень гневно ругаться на парковщика матом. И такой ты нехороший, и такой ты нехороший, и сволочи там, и так далее, и нах и был. То есть все, что можно было, он все сказал. Почему у него появилось желание вот так вот проявить свое действие по направлению к этому человеку? Потому что, скорее всего, большое количество людей отправляют негативную вибрацию в сторону этого человека. Вы представляете? Но он же ездит на Мерседесе. Конечно. Он ездит на Мерседесе. Почему? Это не имеет значения, какую вибрацию отправят в вашу сторону. Если вибрация позитивная, у вас будут позитивные намерения проявить эту вибрацию. Если в вашу сторону вибрация негативная, вы станете вредным, гадким, злым, нервным существом. Именно поэтому я выбираю такую концепцию, которая называется «Нужно быть более хорошим человеком». Как это сделать, я дальше расскажу. Почему к нам относятся плохо? К нам относятся плохо, потому что мы терпеливо ненавидим кого-то. К нам относятся, мы начинаем ненавидеть кого-то. Почему? Потому что мы создаем поступками отношения в виде чувств по отношению к себе, где люди создавали вибрацию по отношению к нам негативную. То есть, если бы я начал становиться бешеным, ненавидел бы людей, гавкал бы, сидя за столом, а также там бил кого-нибудь веником по голове, то это бы говорило о том, что огромное количество людей искренне меня ненавидят. Понятно? Искренне меня ненавидят. Могут ли здесь быть одновременные вибрации негатива или позитива, которые могут идти в человека? Да. Когда идут одновременно негативные и позитивные вибрации, то это взвешивается в энергетической структуре человека. И в случае, если не реализовывается, более сильные или более склеившиеся, их можно так назвать, побеждают те, которые не склеившиеся. Так Гитлера любили миллионы и ненавидели миллионы. Таким образом, когда у него это склеивалось в середине него, в его чувствах, у него не появлялось желания проявлять себя в виде агрессивного человека, там, очень нервного и так далее. Вы знаете, что Гитлер, я его не защищаю и ему не хочу подражать, Гитлер был человеком-вегетарианцем, он очень любил животных, а также совершенно не кушал никогда. Но последние 7 лет, вот, когда война была, он совершенно не ел мясо. А также он очень хорошо относился к тем людям, которые рядом с ним находились. Был ласковым, добрым, заботливым, относился хорошо к близким, к семье и так далее. Хотя можно сказать, что огромное количество людей искренне ненавидело этого человека. Можно так сказать. Но было же еще и те люди, которые были на его стороне. Это же было тоже
значительная публика. И получается, те люди, которые были на его стороне, они тоже создавали вибрации. Таким образом, одни вибрации подавляли другие. Тогда у него намерение что-то сделать, оно изменялось и проявлялось только в виде определенных каких-то действий. Скажите, с этим понятно все, да? А еще, с вибрациями это понятно. Дальше. Каждый человек имеет добровольно... Я не быстро разговариваю, переводчик, но успеваю. Успевает там, да? Продолжаем. Добровольный выбор человека в его жизни или концепция вашей жизни. Вам хочется сказать, мне не нравится мне не нравится моя жизнь. Хочу вам сказать, вам она не нравится, потому что вы сделали добровольный выбор, как вам в ней жить. Ужас какой. То есть я хочу сказать, что я сделал добровольный выбор быть... Чуть-чуть помедленнее. Добровольный выбор быть или родиться в семье трактористов. Я сейчас говорю не об этом. Как прожить эту жизнь, это добровольный выбор нас. Почему? Давайте мы разделим нашу жизнь всего лишь на две концепции. Скажите, можно ли сказать, что то, что не нравится человеку, вызывает у него страдания? Смотрите, ем острую пищу, она мне не нравится, я страдаю? Страдаю. А когда мне сказали что-то плохое, я страдаю? Конечно же страдаю. А когда я переживаю, я страдаю? Страдаю. А когда я кого-то ненавижу, я страдаю? Скорее всего страдаю. А вот можно даже слова сказать, можно даже там горе — это страдание, страдание. А похороны кого-то — это страдание, страдание. А потеря близкого человека — страдание, да. А денег потеря — страдание, да. А муж ушел или жена ушла — страдание, страдание. И второй выбор. Смотрите, любые слова, которые можно применять с позиции удовольствия или радости, они приводят человека к состоянию переживания радости и удовольствия. Вот подумайте или посмотрите. Я хотел пить и попил воды. Мне это принесло удовольствие? Принесло. У меня ребенок родился, это удовольствие, удовольствие. Я друзей встретил, это удовольствие, да. Я обнимал кого-нибудь, это удовольствие, удовольствие. Поэтому у человека всегда есть такой принцип жизни, когда он должен добровольно выбрать, ему страдать нужно или радоваться. Вы представляете, оказывается, даже от проявленных страданий можно радоваться. Давайте мы это запишем. Всегда есть только два выбора нашей жизни. Это испытывать страдания или испытывать состояние удовольствия. Если страдания проявляются у человека, то они увеличивают страдания. Почему? Потому что таким образом, увеличив страдания, жизнь человека, увеличивая страдания, добывает или добавляет заболевания. После этого страдания добавляют заболевания, жизнь укорачивается, человек умирает. Почему? Потому что Бог создал людей исключительно для того, чтобы они испытывали радость и удовольствие. Вы представляете, Бог создал людей исключительно для того, чтобы они испытывали радость и удовольствие. И вот эта темная сила и светлая сила, которая существует в мире, они борются постоянно над тем, чтобы человека стянуть в свою сторону. То есть одна из сил тянет человека, чтобы он испытывал постоянно страдания. Какие это силы? Это эгоизм внутренний, это ненависть других людей. От чего ненависть происходит? Мы уже знаем, от того, что мы совершаем поступки, они создают вибрации по отношению к нам. То есть, а другая сторона, она постоянно создает у человека состояние удовольствия и радости. Эзотерический путь прекращения страдания — это испытывание осознанного удовольствия. Давайте мы это напишем, я дальше объясню. Эзотерический путь прекращения любых страданий — это путь осознанного испытывания удовольствия. Хочу рассказать историю. Моя мама, она никогда не видела счастливой жизни, потому что рано ее родители репрессировали, а после того, когда она стала врагом народа, в ее жизни не было уже никогда вот очень хорошего
отношение к ней. Она жила с людьми, которые постоянно плохо к ней относились. Осталась она со своей родной теткой, которую, когда ей было 7 или 8 лет, убила молнией в голову. Она осталась одна. Люди, которые работали на ее родителей, ее удочерили, где она работала до 17 или до 18 лет, просто обыкновенной падчерицей можно назвать, или слугой, или прислуживала просто в доме в деревне. Имея еще и родного брата своего, естественно, она не смогла получить образование. Условно можно сказать, что она прожила как человек, у которого не было шанса быть счастливым или испытывать какое-нибудь состояние радости и удовольствия. В дальнейшем она сошлась с моим отцом, родилось много детей и так далее. Однажды я приехал к своей маме и начал гордо рассказывать о своих достижениях, о том, что у меня получается бизнес, о том, что у меня там очень хорошо все получается в жизни, что у меня дети и так далее. Она все это время, глядя на меня, жутко плакала. Вопрос, почему она плакала? Потому что она не научилась создавать вибрации радости, ее не научили, она не знает, как это сделать. Именно поэтому в эзотерике существует принцип. Этот принцип звучит так: человек должен себя обучать быть счастливым человеком. Каким образом, я сейчас вас научу. Человек должен обучать себя быть обязательно счастливым человеком. Если он не обучается, то тогда он научиться этому не может. Мы в нашей жизни не знаем, что нужно обучать себя быть счастливым человеком. Вы представляете? Мы не смогли себя научить быть счастливыми людьми. Как мою маму, ее не научили радоваться, она и не умеет радоваться. То есть, что нужно сделать или как нужно научить маму радоваться от того, что я приехал? Ей нужно повторять для себя в виде определенного нарабатывания новых синаптических связей слова «я счастлива» или «я рада, потому что мой сын ко мне приехал». Или «я испытываю удовольствие и радость, что мой сын приехал». Тогда второй раз, когда я приеду, она уже будет не плакать, а радоваться и улыбаться. Поняли, как это устроено? Таким образом, я могу сказать вам или принцип, или эзотерический принцип номер 2, который я сегодня хочу дать вам в виде вот такого персонального задания. Какой был номер 1? Домашнее задание номер 1. Инспектирование своих вибраций на протяжении дня. Второе. Обучение себя счастью. А это еще что такое? Нужно на протяжении дня повторить как можно больше количество раз. Я счастлив, потому что, и дальше себе произнести, потому что у меня есть печенька. Вкусная, наверное, да. Я счастлив от того, что ем. Я счастлив от того, что я печенька отдал. Я счастлив, потому что я детей своих вижу. Я счастлив, потому что вы пришли на первую ступень. Я счастлив, потому что на улице есть вот такая весна. Я счастлив, что люди внизу ходят. Я счастлив, что они на меня смотрят. Я счастлив, что на мне это обувь. Я счастлив, что у меня обувь есть. Я счастлив, что у меня есть офис. Я счастлив, что на улице солнышко. Таким образом, не нужно это делать каждый день, но я вам хочу сказать, что то, что вы делаете, называется условно в нейролингвистическом программировании установка якорей или установка тигеров. Прошу не путать с тиграми. Триггеры, да, или тигеры. Триггеры, да, все-таки, да. Я не знаю, в ваших институтах НЛП не учился. Условно это можно назвать синкопой. То есть я ставлю синкопу или обучаю себя. Наш мозг очень обучаем, мы просто этого не знаем. Если вы обучите себя, что я счастлив, потому что рядом со мной ездят бомжи, то в следующий раз, когда вы увидите их, они не будут вызывать у вас раздражение. Если вы несколько раз скажете в зеркале, мне нравится, что у меня есть вот такой большой живот на животе, то в следующий раз, когда вы его будете видеть, он не будет вызывать у вас страдания, он будет вызывать у вас радость. Дело в том, что видя большой живот на своем животе, вызывая при этом вибрации страдания, он будет увеличиваться, потому что есть одна особенность. Страдания-увеличивают страдания, вы представляете? Поэтому я страдаю по поводу того, что у меня живот. Знаю, живот будет расти. А если я ничего не буду есть, везде похудеешь, живот останется. Почему? Потому что там установлен акцент, представляете?
Там уже установлен акцент. Как же ты похудеешь в том месте, где у тебя есть акцент страдания? Есть правило эзотерики: страдание увеличивает страдания. Тогда ты не сможешь убрать у себя живот, так как там находится страдание. Он должен увеличиваться. Вы представляете? Сейчас хочется сказать, а как же к деньгам? А если я вижу деньги, у меня это вызывает страдания? Правильно, если что-то вызывает страдания, Бог видит, как человек страдает, и убирает эти страдания в виде вибрации. То есть в случае, если человек страдает, что к нему приходят деньги, то у него убирают все деньги, чтобы он в дальнейшем не страдал. Правильно, да? Что страдать? Как не страдать, я дальше расскажу. Вернемся все-таки к постановке триггеров. Человек может себя, эзотерик и маг, должен обязательно себя научить ставить вот такие акценты для того, чтобы как можно большое количество внешних факторов делало его нейтрально, абсолютно абсолютно счастливым человеком от того, что все должно вызывать у него удовольствие. Удовольствие, которое человек себе внушает как удовольствие, удовольствием не является. Вы представляете? Я знаю, что когда я ем, я получаю удовольствие, но на этом я не акцентируюсь. Почему? Потому что ранее был установлен триггер, который говорил о том, что я радуюсь от того, что мне вкусно. Но я хочу вам сказать, что будучи эзотериком или магом, я наставил этих триггеров в своей жизни бесконечное, огромное количество штук. Я получаю удовольствие от того, что я устал. Я получаю удовольствие от того, что я встал. Я получаю удовольствие, что со мной засыпает моя женщина. Я получаю удовольствие, что у нее плохое настроение. Я получаю удовольствие, что у близких там что-то болит. Я получаю удовольствие. Почему? Потому что я хочу настроиться на то, чтобы все время получать удовольствие и испытывать состояние радости от того, что я живу. Даже если то, что заставляет меня испытывать радость, нехорошо, по моему мнению. У меня было такое в моей жизни. Я работал в министерстве определенном Украины, работал там каким-то там человеком, замом, не замом, я даже не могу сейчас сказать, замом-министром. И этот министр в свое время, внизу у нас на проходной была женщина, которая постоянно имела очень некрасивое лицо и была такая суровая. Она постоянно, зная, что я все равно там имею какую-то должность, она меня не пропускала. Постоянно требовала документы, никогда не улыбалась и никогда не здоровалась, и не говорила «до свидания». То есть она молча брала, молча ставила печать, отдавала ключи, молча принимала, никогда ничего не говорила и уезжала. И после этого, когда у нас была встреча с министром, он говорит: у нас очень хорошая компания, хорошая команда, мы так все хорошо живем. Я говорю: все, да не все. Он говорит: почему? Мне очень не нравится эта женщина, которая внизу выдает документы, потому что она неприветливая, злая постоянно. Он говорит: ты не понимаешь, она абсолютно глухая с рождения. Она ничего не слышит. И тогда я понял, оказывается, не всегда человек, видя чувства другого человека, которые выделены на его лице, должен считать эти чувства настоящими. Я научился понимать, что любые скривленные лица, это ко мне не относится, и я от этого испытываю состояние радости и удовольствия. Поэтому сейчас, когда у кого-то из близких или не близких очень неприятное скривленное лицо, я постоянно вспоминаю историю и не заморачиваюсь над тем, какого вида у них лица. Вообще вам хочу сказать, что вот в моей семье это проявилось следующим образом. Видимо, у меня было очень скривлено лицо, а у моей жены было немножко, возможно, я не знаю, наверное, немного плохое настроение. Она страдала из-за того, что не успевала что-то сделать, а я страдал от того, что она страдает. То есть я страдал, что она страдает, мне эти страдания не нравились. То есть я хотел что-то сделать. То есть я хотел сделать все для того, чтобы эти страдания закончились. А потом, когда прошло время, она мне рассказала о том, как она увидела эту историю. Это выглядело следующим образом. Она говорила, что в тот момент, когда мне было плохо, я посмотрела на твое лицо и поняла, насколько негативно ты относишься к моим чувствам. Скажите, наши восприятия друг друга были разными?
Смотрите, насколько они отличались. Получается, я страдал от того, что она страдает, потому что мне хотелось что-то сделать для того, чтобы она не страдала. А она думала, что я своим лицом в этот момент ее критикую, подкалываю и пытаюсь ее, как это сказать, унизить или оскорбить, или там каким-то образом воспитать. Видите, насколько по-разному мы еще и воспринимаем информацию. Получается, когда я ей объяснил, я ей сказал: послушай, когда я был скривленным, то я страдал от того, что ты страдаешь. Она говорит: да, ой, ну так это же все меняет. Поэтому, когда сейчас что-то такое происходит, я обычно говорю: не нужно страдать, потому что от того, что ты страдаешь, страдаю я. И получается, мы вместе страдаем. Но я не хочу тебя воспитывать. Мне хочется, чтобы ты просто знала, что мы страдаем оба теперь. То есть раньше ты страдала одна, теперь мы страдаем оба. Или давай что-то делать, чтобы не страдать, либо давай что-то изменять для того, чтобы страдание не проявлялось. Есть такое, да? Поэтому, когда мы видим лица других людей, это не связано, как правило, очень часто не связано с эмпатией. Эмпатия — это когда мы хотим сделать что-то для другого человека. Понимаете? Итак, следующий наш пункт называется духовность. Дело в том, что жизнь человека, она целиком связана с наработкой качества, которое называется в этом божественном мире духовностью. Итак, для чего рожден человек? Человек рожден для того, чтобы создавать вибрации, которые называются чувства. Человек рожден для Бога, потому что является элементом выделения тепла или выделением определенных вибраций. Далее, можно ли использовать это как-то? Я дальше буду, конечно же, рассказывать, как это можно использовать. Как должен ориентироваться человек или на что должен ориентироваться человек? Он должен ориентироваться на состояние получения удовольствия и радости в жизни. А еще я забыл сказать, вот смотрите, в тот момент, когда человек начинает испытывать состояние раздражения, он должен научиться восхищаться. Вот смотрите, как человек раздражается. Ты здесь вонючий, разлегся, сколько это может продолжаться, и восхищение. Ух ты ж, надо же, ты такой вонючий. Видите, как по-разному. Поэтому для того, чтобы человек научился испытывать состояние радости и удовольствия, он должен прежде всего научить себя восхищаться. То есть делать вот так. Ух ты ж, или вот это да. Как сделать быстро человека своим другом? Теперь вы знаете ответ. Для того, чтобы сделать человека своим другом, нужно удивляться теми словами, которые он говорит. То есть человек говорит: ты сволочь. Вы говорите: ух ты ж, да ты что, вот это да. Я даже не знал. Понимаете, да? Или человек говорит: ты негодяй. Вы говорите: что вы говорите, вот это да. Надо же, для меня это новое открытие. Спасибо, я учту. Видите, как по-другому это все воспринимается. То есть, если как работает маг? Маг тотально следит за тем, чтобы у него не формировались по отношению к нему негативные тенденции в виде действия, а также следит за тем, что называется вибрация. То есть конспектирует или индексирует, как это назвать, инспектирует свои внутренние вибрации и после этого работает над тем, чтобы они появлялись. Для вибраций все равно внешне какой вы. То есть мне все равно, в каком виде люди приезжают на морской курс. Для меня важно, какими вибрациями в этот момент они заряжены. Как я это вижу? В случае, если человек пришел в столовую, на него все кидаются, это говорит о том, что этот человек имеет плохие вибрации, накопленные в середине его. Обычно, если в середине есть настоящие теплые вибрации, то после этого никто не кричит на человека, в очередях уступают, там в метро или там в такси никто не дуется, драться никто с ним не хочет и так далее. Теперь все это становится на свои места. Настолько все становится понятным, сразу же можно это все определить. Вернемся же все-таки к пути. Путь человека — обретение высокой духовности. То есть человек должен обрести на протяжении жизни определенную духовность. А что такое духовность? Дальше я скажу вам то, что заставит вас улыбаться. Итак, духовностью человека называется нарабатывание внутреннего состояния доброты. Чем более высокодуховное существо,
тем больше в его жизни будет материального благополучия. Да. Духовность человека называется нарабатывание внутреннего состояния доброты. Чем добрее человек, тем он более высокодуховный. Важные элементы духовности, они делятся, или их можно объединить по таким пунктам. Давайте мы их сегодня определим для себя и расставим по приоритетам, или даже поставим их в виде 1, 2, 3. Первое, человек добрый, дальше тире, сострадающий, дальше тире, не делящий людей, дальше тире, объединяющий, и дальше тире, убравший свое внутреннее «я». Добрый, тире, сострадающий, тире, не делящий людей, тире, объединяющий людей. Далее, убравший свое внутреннее «я», не считающий для себя, что его внутреннее «я» является алгоритмом счастья. Для некоторых людей внутреннее «я» называется алгоритм счастья. Я умный, я богатый, я счастливый, я дорогой, я имею золотые часы, я имею костюм какой-то, я эзотерик, я имею академию, я академик и так далее. Если человек говорит «я» и после этого говорит «я какое», то он говорит по-другому: «Любите меня за то, что я сказал». На самом деле это не путь к духовности. Путь к духовности – это нарабатывание всех качеств, среди которых доброта по отношению к себе и по отношению к окружающим людям и есть явление духовности. Вибрация доброты делает человека очень в жизни успешным. Человек говорит, мне позвонила одна женщина и сказала: Андрей Андреевич, у меня ничего в жизни не получается, все очень плохо. Ей сразу сказал слова: а как вы хотели, вы начали заниматься эзотерикой. Эзотерика – это революция в вашей жизни. Любая революция, она должна смести старую жизнь и создать новую жизнь. Согласны с этим, Андрей Андреевич? Но я же не знала, что вообще все сметет. И что теперь мне делать? И дальше я говорю: вы знаете одну из концепций, она называется: чем выше духовное состояние человека, тем лучше для человека, и он богаче. Тогда над чем вы должны работать? Она говорит: я должна работать, не знаю над чем. Значит, я вас плохо обучал, потому что на первой ступени это не говорил. Одно из ключевых качеств человека, которое он должен наработать на протяжении в жизни, это наработать высокую духовность, что по-другому называется нарабатывание индивидуальной внутренней доброты. Когда я произношу доброту, я говорю, что это человек добрый по отношению к себе и другим людям. Дальше, сострадающий. Это тот человек, который не будет плевать, топтать, толкать, терпеть даже. Дальше, не делящий людей, эти плохие, эти хорошие, эти академики, эти не академики. Объединять людей, то есть он будет воспринимать люди украинцы, люди россияне. И далее, не использовать свой элемент «я», который мешает человеку в его духовном пути или духовном возрождении. Понимаете, да? Таким образом, человек, который двигается на пути к духовному росту, он должен сказать: что было у этой женщины еще? Она говорит: я добрая. Если человек добрый, то он не злой. А если человек злой, то тогда он критикует, оскорбляет, обижает и так далее. Добрый человек это все пропускает. То есть он говорит: я добрый, не буду критиковать. И также ей посоветовал, ей сказал: что в вашей жизни на сегодняшний день приносит вам радость и удовольствие? Она говорит: ничего. Я говорю: значит, вам необходимо на этом пути работать. То есть вы должны ставить акценты и на протяжении хотя бы нескольких дней попроизносить: я получаю радость от того, что я живу в тепле. Я получаю радость, что у меня есть теплая одежда. Я получаю радость, что я имею волосы. Я получаю радость, что у меня есть живот и так далее. То есть это все может привести к тому, что появятся акценты, которые в дальнейшем приведут вас к тому, что вы начнете быть или улавливать это состояние радости. Далее. 2. Духовный путь заключается в том, что когда вам захочется послать человека, то вам необходимо послать в себе то чувство, которое хочет, чтобы вы послали этого человека. Давайте запишем это еще раз. Духовный путь или проявление доброты заключается в том, что когда вам захочется послать человека,
то вам нужно послать то чувство в себе, которое хочет, чтобы вы послали этого человека. Вот смотрите, как это устроено. Это все работает с позиции вибраций. Вот смотрите, я являюсь тем человеком, который снимает как эмпат вибрацию другого человека и должен создать какое-нибудь действие. То есть человек видит меня, и после этого человек ненавидит меня, или я насобирал где-то негативной энергии, негативных чувств. То есть я ехал в метро, того толкнул человека, и в меня вошли вибрации. Я как эмпат эти вибрации собрал, я их терпеливо терплю. Я приехал домой, и после этого я не могу сдержаться, чтобы не послать тех людей, которые рядом со мной находятся. Мне хочется их оскорбить, унизить, делать что-то не так. То есть взять тарелку, разбить ее, или взять там что-нибудь, швырнуть, или там сказать, ну нифига себе и так далее. Почему я это хочу сделать, вам понятно, потому что мы уже знаем, что такое вибрации и что такое эмпатия. Так вот, в тот момент, когда я это хочу сделать, здесь нужно рассмотреть, являются ли это чувства моими или они не мои. Они не мои. Вы представляете, то, что я пришел домой и злюсь на тех людей, которые рядом со мной находятся, это чувства, которые во мне возникли, они не мои. Это чувства, которые я как эмпат накопил, когда я ехал в метро. Вы представляете? Я ехал в метро, именно поэтому очень большое количество достаточно богатых людей не позволяют себе ездить в метро, не позволяют себе общаться с людьми злыми или людьми вульгарными или еще какими-либо людьми. Представляете, почему? Потому что эмпатия, она подразумевает захламление или засорение ментальной энергией своих собственных чувств, чужих. Тогда как нужно с этим справляться? Вот смотрите, я, допустим, смотрю на Инну, и я... Ну, так нельзя. Я, допустим, смотрю на человека Л какого-нибудь, и человек Л, Леонид, допустим, я на него смотрю, его искренне ненавижу, и хочу, он меня раздражает, но он еще и ведет себя плохо. У него сопли, у него волосы торчат из носа, а также он вообще какашка. Я его ненавижу. И после этого я его ненавижу, подхожу, он говорит, как дела? Я говорю, нормально дела. Ты, козел, что ты ко мне пришел? В этот момент внутренний червь прямо хочет, чтобы я вот так проявил к нему вот это состояние, ну, плохое. Или же пришел я домой, моя жена говорит, я тебя обожаю, Андрюшечка, ты такой хороший, а мне прямо хочется ее чем-то уколоть, хочется ее как-то послать, или хочется там что-то негативное по отношению к ней сделать. Что я должен сделать? Я должен найти это внутреннее чувство в себе, и после этого это внутреннее чувство я должен послать. Почему? Потому что это негативное чувство, которое в виде эмпатии внедрилось в мои чувства или в мое вибрационное поле. Понятно? Почему послать и почему послать матом? Я хочу об этом еще раз сказать. Потому что, скорее всего, те люди, которые внедрили эту вибрацию в вас, использовали сверхненормативную лексику в виде самой откровенно агрессивной вибрации по отношению к вам. Поэтому уговаривать, отпусти меня, пожалуйста, это чувство, или там, не мучай меня, пожалуйста, внутренний червячок, не работает. А вот это, что сейчас заставляет меня послать моего ребенка, я должен вот это чувство послать. Я прямо должен обратиться к этому чувству и сказать, пошло ты, и дальше настоящим матом, только про себя. Я хочу вас обучить этому, потому что если вы пошлете это чувство несколько раз, то в вашем энергетическом вибрационном поле появляется некая система, которая называется прививка или которая называется антидот. Антидот. То есть до того момента, пока вы не пошлете то, что заставляет вас послать другого человека, вы не наработаете антидот. Но в тот момент, когда вы будете идентифицировать в себе вот это внутреннее негативное состояние и посылать его по отношению к какому-либо человеку, то выработается антидот, и завтра, послезавтра это уже влиять на вас не будет. То есть вы будете ехать в метро, в трамвае, еще где-то, люди будут вас ненавидеть и вас посылать, но на вибрационное поле вас это не будет отражаться, потому что это выработается у вас при помощи вот такой практики, которую я назвал условно магические антидоты или магические прививки. Понятно? То есть в тот момент, когда вам хочется очень сильно наругать ребенка, найдите то чувство, которое заставляет вас наругать ребенка, и пошлите это чувство матом.
не выталкивая, ничего не делая, то есть говоря этому чувству, которое можно почувствовать в себе, будучи эмпатом, как вполне реальную внутреннюю энергию. Согласны с этим? Таким образом, у человека формируется некое противодействие или внутреннее, есть эмпат, а второе слово как называется? Антипат. Таким образом, будучи эмпатами, вы собираете негатив, будучи антипатами, вы выбираете момент, когда вы эмпатическое чувство посылаете из себя, что включает элемент антипатии. Таким образом, ваше энергетическое поле становится антипатом по отношению к негативным вибрациям чужих людей. Вы обучаете свое энергетическое поле правильно реагировать. Как это выглядит? Вы будете ехать в метро, человек или в такси, или где-либо на базаре общаться. Человек захочет вас внутренне послать. Эта вибрация, она раньше могла бы проникнуть и войти вам в ваше тело, а именно в 4-ю чакру, но она не проникнет, потому что это будет выглядеть так. Человек мысленно произносит: «Ты коза голимая, там попой своей тут размахлялась», я не знаю, там как-то еще. А в этот момент ваше вибрационное поле само, зная, что нужно отвечать, скажет: «Пошла ты в собор Парижской Богоматери». Вы представляете? Таким образом, вы не будете в дальнейшем чувствовать себя плохо, когда придете домой. То есть, если вы найдете возможность оттолкнуть вот эти элементы, которые у вас находятся, еще раз я прочитаю. Духовный путь заключается в том, что когда вам захочется послать человека, то вам нужно послать в себе то чувство, которое хочет, чтобы вы послали этого человека. Таким образом, нарабатывается то, что называется антипатия. Это и является одной из самых мощных защит против негативного влияния по отношению к вам. Зачем вам ритуальные защиты, если можно работать антипатией? Антипатией можно назвать. Что ты применяла в своей жизни? Я вообще стала ровной, как бамбук, или луной, отраженной от поверхности воды. Почему? А я применяю метод антипатии. Все. Я антипат ко всему негативу. Я посылаю те чувства, которые заставляют меня послать того человека, который меня раздражает. Конец. То есть вы применяли то, что называется вырабатывание некого антидота по отношению к негативному, к себе проявлению. А будучи эмпатом, ничего не могли сделать с этим, поэтому постоянно страдали. Естественно, когда человек энергетически мощный, и он работает над своей духовностью, плавно вот эти чувства начинают исчезать. И вы со временем можете столкнуться с тем, что вас не бесит, что вы даже если вас что-то цепляет, вас это не цепляет так, чтобы потом переживать, очень долго мучиться, очень долго накручивать. Вот эти все чувства можно идентифицировать в себе, эти чувства нужно все из себя посылать. Понятно? Скажите, это было полезно? Дальше я все-таки скажу, хоть уже об этом говорил ранее, злую собаку бьют чаще, это концепция добродетели, мы об этом уже знаем. Давайте я сегодня для тех людей, кто является новенькими у нас на первой ступени, расскажу все-таки о концепции добродетели. Я хочу сказать, что цель любого человека – взращивание высокой духовности у себя. Быть духовным человеком обозначает быть не добродетельным и помогать всему миру, а быть добрым. И иметь эту доброту честно. То есть это внутренняя честная доброта. Внутренняя честная доброта – это... Сказать об этом, это ни о чем не сказать. Ее можно только почувствовать. Почему человек ходит по улице и почему человек создает негативные вибрации? Потому что он злой. Вы представляете, он злой. То есть он ходит и начинает злиться. Эти не так стоят, эти неправильно. И вот этот мне помешал, а этот сказал на меня, что я не такая, а это и волосы мои не пора, а это что ты на меня посмотрел? И что ты шаркаешь, а этот еще и цвыркает, а этот еще и плямкает. И вот начинается вот это, начинается прием и передача, создавание вибрационного поля человека. Швыркали, там еще что-то делали, а потом в жизни попали к какому-нибудь чиновнику, этот чиновник, вы зашли к нему, говорите здрасте, он говорит фигасти, кто такой, пошел. А почему? Потому что он прочитал вибрацию как человек и сразу же проявил ее по отношению к вам. Тогда можно ли сказать, что наше вибрационное поле, оно создает для нас персональный наш мир? Конечно,
Конечно, люди смотрят видео, после этого их в семье ненавидят. После этого, когда их ненавидят в семье, потому что они смотрели это видео, то они сами начинают всех воспитывать. При этом во время воспитывания используют еще метод применения физической силы. Ну, есть такое? Конечно же есть. Итак, концепт доброты очень важным эзотерика на пути его духовного роста. Это связано с определенной формулой счастья и максимального эзотерического развития человека или духовного развития. Итак, первый принцип. Добрый человек не обязательно должен быть дураком. Второе. Добрый человек не ищет во всем подвох. Что это значит? Добрый человек не обязательно должен быть дураком. Люди считают, что если добрый человек, то он дурак. Вот смотрите, я добрый человек для того, чтобы сделать бесплатно первую ступень, но я не дурак для того, чтобы на ней не заработать деньги. Правильно? Тогда можно ли сказать, что я и добрый, и не дурак одновременно? Дело в том, что мир рассматривает доброту как манипуляцию. То есть многие люди думают, что быть добрым человеком, это значит показать свою слабость. Это неверно. Я знаю, просто у меня есть знакомые, которые достаточно богатые люди, достаточно счастливые люди в своей семье. И это люди, которые очень добрые, благородные, очень интеллигентные, очень мягкие достаточно люди. С ними приятно разговаривать, и они точно не дураки. По поводу концепции богатства эзотерического я скажу. Зачем я вообще решил вас обучать магии? Я должен это тоже сказать. Дело в том, что наш мир, он устроен по принципу конкуренции. Конкуренция управляет в этом мире. Почему? Ну, как по-другому? Ведь людям приходится конкурировать в бизнесе, приходится конкурировать за женщин, конкурировать за мужчин. Это принцип, который придумала сама природа, конкуренция. Разве с этим нельзя согласиться? Вот смотрите, в обыкновенной жизни у обыкновенных людей конкуренция, она не конкурентна, потому что тебе приходится конкурировать, это как бы общая математика, одному со всем миром, где есть точно таких же, как ты, еще сколько там людей живет, там 2-3 миллиарда человек. Таким образом, ты не можешь быть самым сексуальным, не может женщина быть самой красивой, не может быть самой сексуальной, не может быть самой длинноногой, не могут быть самые красивые волосы, не могут быть самые красивые глаза, не может человек быть самым богатым, не может человек быть самым умным, не может. Почему? Потому что придется опросить всех 2 миллиарда человек, и обязательно найдется тот, у кого есть более и голубые, и зеленые, и, возможно, более тонкие ноги и так далее, и так далее. То есть человеку в обыкновенном физическом мире нет никакой возможности конкурировать. Но человек может быть вне конкуренции, используя магию. Вы представляете, как это работает? Допустим, рынок. На рынке стоит 3 магазина. В 3 магазинах женщины торгуют разные, там, одеждой или нижним бельем. Но в одном магазине покупают, а в 2 не покупают ни за что. И после этого тот, где не покупают, они конкурируют по принципу физической конкуренции. То есть они стараются там вытеснять, поджигать, кричать, унижать, буклеты печатать и так далее. А в 3-м магазине конкурируют по принципу эзотерики, выращивают у себя добродетель, контролируют свои вибрации, работают по принципу «я счастлив, потому что у меня есть этот магазин» и так далее. То есть они начинают быть вне конкуренции. То есть среди огромного количества людей есть конкуренция, кто сильнее, тот победит, кто агрессивнее, тот победит, кто там, у кого голые ноги, тот более сексуальный, у кого там больше денег, тот имеет право на жизнь и счастье и место под солнцем. А среди этих людей своя конкуренция, а вы зато среди них самый добрый. Тогда можно ли сказать, что, будучи самым добрым, вы являетесь однозначно самым выделяющимся? Да? Если человек выделяется среди толпы, то его видит Бог. Вы представляете? Поэтому, если человек выделяется на фоне вибраций доброты, то его и слышит, и видит Бог для того, чтобы для него что-нибудь создавать. Почему у обычных людей ничего не происходит? Они ничего не хотят, они ничего не создают, они все время злые. Они живут в конкуренции нижних миров.
Как только человек выращивает свою духовность, находит в себе силы быть добрым человеком, он становится мгновенно высококонкурентным или не похожим на других людей. Все злятся, ему все равно. Помните Серафим Саровский, он говорил, что негою своею излечивая души людей, после вечерней молитвы, после еды, поста семидневного, негою своею излечивая других людей. Чем он лечил других людей? Он лечил вот этой вот негой и по-другому добротой. Чем отличались все великие высокодуховные существа, а также те люди, которых можно условно назвать проводниками высокой духовности на землю? Это люди, которые отличались невероятной добротой. Иисус Христос никого никогда не ударил, никого никогда не затоптал, там, никого никогда не послал. Но он, скорее всего, знал, как послать то, что хочет его заставить послать другого. Правда, он об этом не говорил. Но при этом он сказал это в словах. Там, повернись одной щекой, повернись другой щекой. Почему? Он, скорее всего, восхищался в этот момент. Говорил, ха-ха-ха-ха, ты еще и так умеешь ударить? Вот это да. Скорее всего, используя какие-то эзотерические, скорее всего, методы. Ладно, сейчас не о нем. Но можно ли сказать, что знаменитые люди, которые были сподвижниками христианского или мусульманского или иудейского мира, они отличались особым видом доброты? Конечно. Это было или это стояло на первом месте. То есть Василий Блаженный на протяжении своей жизни занимался тем, что был человеком психически больным, собирал деньги у тех людей, которые приезжали там, на площадь смотреть там, убийство или еще что-то. Всю жизнь собирал деньги и после этого все деньги пожертвовал на строительство храма, который назвали храмом Василия Блаженного. Знаете эту историю, да? Скажите, чем отличался этот человек от других людей? Он отличался тем, что он был очень добрым человеком. То есть он был добрым настолько, что захотел для людей построить храм. Именно поэтому его сразу же рассмотрели или ввели ранг святых людей. И на сегодняшний день есть праздник, который называется праздник памяти высокого духовного сподвижника Василия Блаженного. Представляете? То есть можно ли сказать, что это духовный подвиг? Ну, наверное, с его стороны был духовный подвиг, и дальше нужно поставить тире и написать доброты. Доброты. Это был духовный подвиг доброты. Дальше. Добрый человек – это удобно. Серьезно. Почему? Потому что когда человек недобрый, то ему приходится переживать по этому поводу. Как же отомстить, как же сделать плохо, как же создать подлость, как же сделать гадость. Понимаете, это так утрудняет жизнь. Это нужно помнить подолгу, чтобы, знаете, как у иудеев есть такое вот высказывание глаз за глаз, зуб за зуб, никогда никому не простим. Я могу сказать, что Бог не мог этого произнести, но я не спорю ни в коем случае ни с Торой, ни с Талмудом, ни с чем. Ни с Рамбамом, там, ни с кем, ни с Любавичем. То есть я могу сказать однозначно, что это разрушает концепцию проявления высокой духовности, потому что до этого концепция высокой духовности, она была приравнена к тому, что человек становился добрым. Добрым быть удобнее. Добрый человек – это тот, кто склонен восхищаться более, чем ругаться. Можно так сказать? Добрый – это тот, кто видит добро, а не ищет везде зло. Смотрите, человек живет в жизни по принципу потребления. Я хочу, чтобы мне эти дали, и эти дали, и эти дали, и эти дали. И вообще, я продаю БАДы, я хочу, чтобы их покупал весь мир. Я хочу, чтобы покупал весь мир? Наверное, хочу. А теперь я хожу по улице, и этот плохой, и эти какашки. И эти плохие, и этот неправильно припарковал машину, и этот тупой, и этот идиот, и этот. Будут ли у меня люди всего мира покупать мои БАДы? Почему? Я, получается, когда говорю этот плохой, отталкиваю, а когда говорю этот хороший, притягиваю. Понимаете? Почему люди не могут что-либо кому-то продавать? Потому что для того, чтобы продать кому-то, нужно считать этого человека хорошим.
Понимаете, почему? Смотрите, ты считаешь, что хороший, берешь от него вибрацию его хорошести. Считаешь, что плохой, отталкиваешь от себя этого человека. То есть, если ты настроен на то, что там мир плохой, люди зло, люди какашки, президенты фашисты там, и так далее, то ты фактически делаешь все для того, чтобы как можно больше из своей жизни всего оттолкнуть. Если так отталкивать, то человек обретает состояние внутреннего одиночества, он становится абсолютно одиноким. Он вроде и среди людей, но одинок. Почему? Ему не с кем общаться, потому что все люди, он их от себя отталкивает. После этого человек приходит ко мне и жалуется, говорит, ни замуж не могу выйти, ни на работу устроиться, в жизни никто не хочет со мной рассчитываться, никто не хочет на работу. А не нужно быть человеком, который осуждает и критикует, потому что это является одной из самых больших ошибок человека, который выращивает у себя состояние высокой духовности. Осуждение и обидчивость – это отталкивание от себя того, что может дать для человека мир. Понимаете? Поэтому я всегда говорю, не нужно никогда обижаться подолгу, вы очень разрушаете. Человек подолгу обижается, у него денег не будет из-за этого, семье не будет хороших отношений. Человек должен быть отходчивым, добродетельным, добрым, вы представляете? А добрый – это тот, кто ищет везде проявление доброты. То есть, когда я смотрю на людей, я думаю… То есть мне говорят, там, этот человек негодяй. Ну да, негодяй, но у него, наверное, для этого есть объяснение, почему он стал негодяем. Ну, он мне ничего плохого не сделал, флаг ему в руки, знаете. Я все равно отношусь по-доброму, я считаю, что у этого человека тоже есть достоинство. Он сын чьих-то родителей. Вот я хорошо отношусь к президенту Украины. Почему? Он сын чьих-то родителей, у него есть дети, он о них заботится, он создает для них образование, он, скорее всего, покупает вещи дорогие, ухаживает за своей женой, он хоть что-то делает для страны, ездит, встречается с иностранными там, какими-то министрами и так далее. То есть я не отталкиваю этого человека, я его принимаю, пусть он будет. Таким образом, принимая чаще, чем отталкивая, мы учимся тому, что нам этот мир начинает что-то хотеть дать. Понятно? Это одно из условий высокого духовного роста. Научиться принимать людей. Очень хорошие слова. Учись видеть везде добро, а не ищи везде проявление зла. Это как в этой притче, которую я когда-то рассказывал уже. В этой притче два человека пришли посмотреть дорогой Лувр. И очень долго ходили по Лувру. После этого вышли из Лувра. И один другому говорит, ну как тебе Лувр понравился? Один поворачивается и говорит, это было восхитительно. Картины незабываемые, чувства потрясающие, везде золото, невероятная плитка, очень красиво все, потолки такие красивые. А второй говорит, а ты знаешь, а мне не понравилось. Почему? Потому что везде пыль на картинах, куда ни посмотришь, грязь какая-то, то какой-то шарик лохматый там в углу валялся, не могли допылесосить, не могли доубирать вот эту пыль. Ну что же они не могли это все поубирать? Видите, два человека в одном и том же месте настроены на то, чтобы один видел везде грязь, а другой видел. Но тот, который видел, наверное, красоту, он восхищался красотой. А тот, который хотел увидеть везде грязь, он хотел увидеть везде грязь. Это такая особенность наших вибраций. Получается, человек сам осознанно для себя выбирает путь видеть везде грязь или выбирает путь видеть везде доброту, счастье или какие-то вибрации. А еще не критикуйте даже внутренне людей, если хотите, чтобы хоть когда-то люди для вас хоть что-то сделали. Вы хотите, чтобы люди вам платили деньги или обращались к вам с услугой, не делайте так, чтобы делить людей. Не говорите или не произносите себе, эти плохие, эти лохи, эти придурки, эти дебилы, эти шпана, эти фашисты, эти нацисты, эти козлы, эти еще кто-то. Это для эзотерика запрещено. Почему? Вы тем самым создаете вибрационное поле, отталкивающее людей. Если вы отталкиваете людей, то вас необходимо от людей спрятать. Куда? Вас необходимо спрятать туда, где мало людей. А что это может быть? Больница, тюрьма. Это может быть еще смерть. То есть человек может быть прикован к постели, не выходить никому. Почему он прикован к постели? У меня такое было.
Есть ряд песен, которые... у меня был такой пациент, у него онкология 4 степени, поражен кишечник и легкие. И когда я разговаривал с мамой, с этим ребенком, то ничего такого особенного я не видел. Но когда пришла его подруга, а он участвовал в специальном конкурсе, который называется «Как стать в Украине талантом по танцам», то после этого молодой перспективный танцор, очень красивый мальчик, вдруг начал умирать от онкологии 4 степени. При этом его приковало к кровати, он начал лежать на кровати и так далее. И никто не мог понять, из-за чего или почему это происходит. Конечно же, придумывали разные истории, из-за чего и почему. Но я знал, в чем история. Теперь и вы эту историю должны знать. Эта история заключалась вот в чем. Он искренне ненавидел тех людей, которые выступали вместе с ним на каких-либо конкурсах. Он делил людей только на себя, которые хорошо танцуют. И следующие были так. Не так стоит, не такие ноги, плохие движения, плохие люди и так далее. Об этом мне подсказала его подружка. Когда пришла его подружка, она сказала: очень жаль, что он умирает, но вот когда он перестал работать вместе с нами в коллективе, то всем стало легче. Потому что найти более желчного и жестокого человека, чем этот мальчик, было сложно. Не было ни одной секунды, чтобы он кого-то ненавидел, кому-то не делал замечания, рассматривая это с позиции того, что он имеет право это делать, так как он самый лучший. То есть он старался с позиции внутреннего эгоизма делить людей, которые находились во внешнем мире, показывая им свои недостатки. То есть, что он делал? Он отталкивал людей. Когда человек отталкивает людей, эти лохи, эти не умеют, эти кретины, этот дебил, этот малоимущий, этот еще какой-то, то после этого это привело к тому, что этот ребенок очень сильно заболел, и после этого этот ребенок, которого положила на кровать, конечно же, убралась ли у него вот эта внутренняя ненависть? Нет. Вы представляете? Хотя я этому человеку говорил, что все твое заболевание, оно целиком связано с тем, что ты не можешь послать то чувство, которое заставляет тебя мучиться или заставляет тебя ненавидеть других людей. Он говорит: да я люблю всех уже. Я говорю: да, любишь ты всех в эзотерике, любишь или не любишь, неважно, важно вибрационное поле, которое есть у тебя, с которым ты уже ненавидел. И теперь в тот момент, когда ты ненавидел, то Бог забирает у тебя, отдаляет тебя как можно дальше от людей, а забирает к себе. Почему? Раз тебе люди надоели, значит нужно обеспечить тебя от того, чтобы эти люди были. Знаете, как у зэков. Эти лохи, эти придурки, это быдло-то, это не по понятиям, эти там еще какие-то. И после этого мечтают жить по принципу вот такого нового своего видоизмененного мира среди людей честных, живущих по воровским законам. И после этого куда попадают? В место, где люди живут по воровским законам, в тюрьму. После этого ходят по этапам и так далее. Разве это не гармоничный принцип жизни? Вот вам и принцип жизни. Далее. Итак, все-таки рассмотрим этот вопрос. Добрый-благородный-удивляющийся. Формула высокого развития человека. Или высокого духовного развития человека. Должны тоже эту формулу записать сегодня. Эта формула высокого развития человека заключается в том, что он работает над тем, чтобы быть добрым, благородным, удивляющимся, восхищающимся. Это одно и то же. Далее, честным. И далее умным. Итак, кто такой добрый, понятно. Это тот, кто не оскорбляет, не обижает, не обвиняет и так далее. Кто такой благородный? Благородный человек — это тот, кто находит силы послать ту энергию, которая находится в нем, которая заставляет другого человека послать. Третий — удивляющийся, восхищающийся. Это вот те акценты, о которых я говорил. Когда человек говорит себе: я счастлив, потому что, или я испытываю радость от того, что, и дальше объясняет себе, от чего он испытывает. Дальше следующий этап — честный. Оказывается, честность является очень важным критерием.
как это проявляется, или почему нечестность или бесчестность приводит человека на вибрационном плане к полной нищете, обвалу и несчастьям. Обратилась женщина из Израиля, она говорит: у меня 2 детей, один сын курил наркотики, его сейчас преследует полиция. Другой сын курил наркотики, его преследует полиция, но он хоть работает. А тот, которого преследует полиция, сейчас его должны посадить, он должен денег еще и бандитам. Я выплачиваю деньги, все, которые зарабатываю, адвокатам, я хочу спасти своего ребенка. Вопрос, от чего хочет спасти? Хочет спасти от правосудия или она хочет спасти его от чего? От мести, от поступка, от чего? Ведь она должна сказать себе правду. А должна сказать себе правду вот такую. Ребенок совершил ошибку. Согласно этой, она в этом не виновата. Ребенок теперь должен обязательно понести наказание и должен решить вопросы. Если его посадят, то после этого его избавят от наркотической зависимости. Наверное, после того, когда выпустят, он уже не захочет никогда в жизни ни наркотики принимать, ни там еще чем-то заниматься. Но она просто сама себя засасывает. Почему это происходит? Два бегуна бегут на забеге на стадионе. Один бегун бежит, и в сборной он лучше всех. После этого второй и третий бегут плохо. И у этого человека, который бежит лучше всех, появляется идея. Из-за того, что они из одной страны, он должен схватить и одного, и другого, и вместе с ними добежать до финиша. Скажите, если бы один победил, то это была бы хотя бы одна победа для страны, а так проиграют все 3. Скажите, тогда кто здесь был больше прав? Тот, который бросил и добежал сам в виде победителя, или тот, который дотянул до финиша всех 3? Я хочу вам дать совет. Будьте единственным победителем. Когда человек единственный победитель, то это говорит о том, что он не хочет вытягивать, а также должен сказать себе правду, что детям будет лучше, если я не буду вмешиваться и помогать. И этим детям будет лучше, потому что эти дети должны ответить: эти дети не любят меня, и я не должна для них ничего делать. И у меня, собственно, есть своя судьба. И дальше бежать, понимаете, а не вытягивать этих людей. Если она начнет вытягивать, то она, скорее всего, возьмет в долг несколько раз, возбудят уголовное дело, и их всех 3 одновременно посадят. Это, знаете, история старая, и история не новая совершенно. Естественно, можно ли сказать, что человек, спасающий другого человека, топит себя? Как правило, так и происходит. Вообще есть даже эзотерическая пословица, она звучит так: ни одно доброе дело никогда не остается безнаказанным, знаете. Дальше, формула высокого развития человека, она подразумевает еще слово «умный». Но умный не обозначает надменный, а умный обозначает умеющий контролировать свои чувства. Или включающий в чувства свои мозги. Без чувств человек не сможет выжить. Почему? Чувства создают вибрации. Чужие чувства создают, вернее, эти чувства или вибрации создают действия по отношению к нам. Вот смотрите, женщина сидит и говорит, этот Леня, он такой хороший, у него такие красивые ноги, у него такие красивые глаза, он такой выдающийся, и он еще умный, и он еще особенный, и он еще хороший и так далее. А у Лени в этот момент создается желание сексуальное желание. Но у Лени в этот момент нету этой там Зиры, допустим, там Зины какой-нибудь, которая создает эту вибрацию. И у Лени появляется плохое настроение. Почему? Потому что это должно создать у Лени. Если бы Леня рядом находился, то Лена бы там, или там, я не знаю, Зина, она бы создавала вот эти чувства по отношению к нему. И это бы заставило этого человека создать
желание по отношению к этому человеку. А так она создает эти чувства, находясь на другой территории мира или там на другой стороне города и так далее. А этот мужчина не знает, и у него создается желание, и он не знает, как это желание реализовать. В случае, если он не знает, как это желание реализовать, то это называется эмпатия, которая привела этого человека к тому, что он начал страдать. И в том, что он начал страдать, виновата та женщина, которая обожает этого человека. Вы представляете, и в этот момент у этой женщины появляются неприятности. Именно поэтому я говорю, что просто так желать человека или мечтать о человеке не нужно. Это создает у этого человека тяжелейшие жизненные неприятности. У мужчины такого появляется усталость, он ничего не хочет в жизни делать, а у женщины, вернее, такой появляется злость, она начинает злиться на весь мир, кидается на окружающих людей. Оно нужно, тогда зачем это делать? Так вот, быть умным человеком, это значит не давать возможность вот таким чувствам завладеть собой. Что, устали уже, да? Еще сможем продолжить, да? Ура! А скажите, то, что я говорю, вам интересно? Я еще 100 раз повторю эти слова. А скажите... я забыл сказать по поводу все-таки вот этой магии, эзотерики. Я хочу вам сказать, что, ну конечно же, на 100% большинство людей уже знают то, что я говорю. Но это же вообще уже давно как мир не ново, понимаете? Это уже давно как мир не ново, и оно, скорее всего, и дальше я все, что буду говорить, там только несколько, может быть, каких-то уроков, будет абсолютно новые для вас идеи. Но все давно уже не ново. Я не хочу уподобиться тем монахам, допустим, которые выступают сейчас в виде буддийских учений, говоря уже о том, что все и так уже 1000 раз знали, и там мусолить из пустого порожнего одно и то же. Я бы хотел все-таки... Зачем я это все делаю? Я бы хотел, чтобы у вас не появилось вот такое мнение, что это целиком исключительно мой труд. Мой труд заключается исключительно в том, что я это все классифицировал и сделал удобным, чтобы этим можно было пользоваться. То есть разбросанные тетрадные листы, которые валялись по всему дому, они были пересчитаны, пронумерованы, сложены в книгу и прошиты. А то, что я даю сейчас вам, это просто правильно прошитый учебник жизни. Поняли? Правильно? Конечно же, каждый это знал. Конечно же, у каждого человека был опыт. Конечно же, мы все читающие, мы умные, у нас у всех есть идеи. Но вот как этим вовремя пользоваться, мы не знаем. Так вот, я решил это все дать для того, чтобы у вас появилось желание вовремя и правильно этим пользоваться. Чтобы вы знали, что есть определенные правила жизни, и эти определенные правила жизни, они диктуют то, что вот я вам сейчас говорю. Дальше психическая энергія. А це що ж таке ще? Психическая энергия – это накопленная энергия, которая появляется у человека в случае, если он испытывает радость или удовольствие, или восхищение. Зачем необходима человеку вот эта психическая энергия? Психическая энергия – это та энергия, при помощи которой вы делаете магию. А что такое магия? Вот смотрите, допустим, у Юли болит колено. У Юли болит колено. Я хочу сделать так, чтобы это колено не болело. Использую магию. Допустим, произношу нам тха. И после этого делаю движение руками. Я, кстати, забыл вас познакомить с тем, что вы будете делать. Если человек, допустим, произносит кса-ца-ци, то есть сейчас это не записывайте, вам потом это дам, то у него появляется опыт отгонять от человека злые, тревожные помыслы, какое-то внутреннее зло и так далее. То есть есть такие определенные заклинания или коды, которые работают по принципу, наверное, я должен это сказать. Это вымышленная история, о которой я сегодня вам расскажу. Она целиком вымышленная. Эта вымышленная история звучит так. Она, возможно, вымышленная, но мне хочется верить, что она когда-то существовала.
Я долго не мог понять, почему одни люди стали королями, а другие нет. Ведь короли не всегда были очень жестокими людьми. Почему у одних людей был успех, у других нет. И знаете, много таких вопросов, неизвестных осталось. Допустим, как строили там египетские пирамиды, как у ацтеков появились какие-то там большие там просверленные трубы, как, допустим, были построены там какие-то храмы в Камбодже, где вот мы когда-то путешествовали. То есть объяснить, как обыкновенные люди в те века могли построить храмы в Камбодже, до сих пор я объяснить это не могу. А эти храмы, их было много, а количество людей, которые строило, было мало, и они это строили, и там было сказано, что они это строили из специальных вулканических камней высокой твердости, которые были доставлены за 100-200 тысяч километров. Вы представляете, храмы без колес доставляли вот эти кирпичи, и там было сказано, гипотетически, наверное, это ехало там, или эти камни доставлялись на протяжении там 30, 40, 50 лет и так далее. Но на самом деле во всем этом участвовала магия. Я верю, что когда-то существовала тайная книга. Это тайная книга, которая имела определенные знания или определенные коды, я их называю кодами Вселенной. Как они образовались и появились у меня, я тоже об этом расскажу. Вот эти коды Вселенной, это коды, которые автоматически в человеке включают, автоматически в мире этом или автоматически для человека включают потоки энергии. То есть поток энергии денег, поток энергии везения, отключает болезни, включает хорошее отношение к тебе, включает паранормальные способности и так далее, и так далее. Я считаю, что такая книга когда-то существовала. Люди, используя вот эти коды, не делясь этими кодами, использовали их сознанием, что такое настоящая магия. Строили дома, передвигали что-то и становились королями, но между ними начала появляться магическая конкуренция. Почему? Потому что когда много людей знало, что такое коды, то появились люди, скорее всего, которые решили эти коды спрятать. Или сжечь, или уничтожить. Это были обычные люди. Почему? Потому что, скорее всего, количество людей, которые управляли обычными людьми, их стало много. И обычные люди, они стали страдать от того, что они ничего не могут сделать. Они бы хотели ненавидеть короля, но они его безумно любят. Они бы хотели убить короля, но они безумно его любят. Почему? Представляете, так было во Франции. Допустим, был Папа Римский, которого очень много людей ненавидело, при этом он очень много совершал преступлений, которые были очень видны, забирал через своих подставных лиц имущество людей, говорил, что эти люди были там ведьмами, еще кем-то, было забрано очень много имущества, и все молчали. Почему? Потому что, скорее всего, Папа Римский знал определенный код, читая который он изменял восприятие себя, используя, скорее всего, психическую энергию, которой он влиял на людей, которые считали в один момент, что он все равно святой, что он приближенный к Богу, так далее и тому подобное. Я считаю, что до сих пор эти коды вместе с такими книгами имеют место быть. Просто люди не знают, как этим пользоваться. Так вот, я хочу вас научить этим кодам. При этом я во время вот этой первой ступени дам коды, которые не только никогда не давались, я считаю эти коды одними из самых уникальных и работающих невероятно сильно. Они уже не второго, не третьего поколения, а очень высокопотенцированные, невероятно мощные. Но вам для того, чтобы начать работать с этими кодами, нужно знать, что вы тратите свою психическую энергию. Допустим, моя психическая энергия формируется от того, что я испытываю от жизни состояние удовольствия. То есть я научил себя, поставив триггеры в мире, произнося, что я испытываю удовольствие от того, что на улице день, от того, что ночь, от того, что солнце, от того, что дождь. Я потом этого не произношу, но я испытываю. Таким образом, я накапливаю по чуть-чуть эту энергию психическую. Она у меня накапливается плавно, а потом мне нужно, допустим, сделать так, чтобы у Юли не болело колено. Когда я делаю ни Б, ни Раба или читаю код Намтха там, или еще что-то, я делаю движение рукой с вытаращенными глазами, как будто я восхищаюсь, реализовываю психическую энергию. Я как с этим работать, потом расскажу. Но в этот момент, когда я ее потратил, то что я должен почувствовать? Я должен почувствовать противоположность испытывания состояния удовольствия.
То есть я потерял то, что называется триггеры. То есть когда я потратил свою психическую энергию, то я потратил то, что я накапливал длительное время. То есть до чего можно потратиться? Допустим, я работаю при помощи психической энергии с мантрами денег. То есть я читаю, трачу психическую энергию на то, чтобы у меня появились деньги, материальное благополучие. Но утром я просыпаюсь, и у меня состояние такое: мне мир не мил, люди черные существа. Еда не приносит удовольствия. Внутреннее состояние, как будто там кошки скребутся. Ничего не происходит. Ощущение холода и ужаса. Понятно? Вот что описал ваше состояние? Ощущения такие, как будто что-то произошло. Это говорит о чем? Это говорит о том, что я чрезвычайно много потратил психической энергии, и ее мне не хватает. Тогда с чем мне придется работать? Мне нужно начать работать над тем, чтобы ставить триггеры в мире. Я испытываю состояние радости и удовольствия от того-то, того-то. Потом просто также я должен прям работать над тем, что называется психическая энергия. Как вкусненько, как вкусненько. То есть испытывать удовольствие. Когда человек испытывает удовольствие, то настоящий маг испытывает удовольствие это следующим образом. Он делает это так. Перед тем, как пить, он в голове произносит слова. Ух ты ж, водичка. Почему? Обыкновенный человек пьет так. О, вода. А эзотерик делает так. Видите, в чем разница? Она визуально не отличается. Но в одном случае я получил удовольствие от того, что я пил воду, а в другом я не получил удовольствие от того, что пил воду. Значит, в одном удовольствие мое было, оно затриггировано, что когда я пью воду, я испытываю удовольствие. И мне уже не пришлось говорить, искать, что же я должен сделать, а это произошло само по себе. Когда у вас это происходит само по себе, то вы становитесь реактором, который просто ходит в мире или живет в миру и просто делает все, и просто собирает автоматически психическую энергию. Когда переизбыток психической энергии, то у человека начинает очень высоко подниматься его энергетический тон, увеличивается вибрация, и человек может не раздражаться. То есть, когда все начинают кричать «караул», ему все равно. Когда все кричат «потоп», он ложится, говорит «зато я отдохну». Понимаете? То есть у этого человека полностью исчезают вот эти элементы, когда человек начинает бить в колокол, стучать в набат, кричать «все, мы все утонем, нам полный конец». Человек говорит «хорошо, когда уже полностью начнем дотановать, разбудите, я пойду спать, я хоть высплюсь в это время». Понимаете? То есть это говорит о том, что у человека очень говорят «как же ты можешь?» Он говорит «ну а что делать, ха-ха-ха». Понимаете? То есть у человека стоят триггеры, он накопил психическую энергию. А теперь я хочу вам дать методы специального накопления психической энергии, потому что это основа нашей дальнейшей эзотерики. Потому что полечите кого-то, а потом как будто кошки скребутся. Мантры почитаете, потом свет не мил, ходишь, весь мир ненавидишь. Итак, первый метод удивления, методы накопления психической энергии. Метод удивления и восхищения. Можно его практиковать везде, когда только захотите. Делается он в виде короткого слова «ах». Показываю, как делается. Вот так. Как будто меня что-то удивило. То есть обязательно расширяя свои глаза, хочу вам сказать. Глаза являются уникальным компонентом втягивания психической энергии. Серьезно. Именно через глаза втягивается очень сильно психическая энергия. Когда человек подходит к другому человеку и начинает вытрачивать глаза, «я тебе сказала, что такое?» И начинает вытаращивать глаза. Зачем этот человек вытаращивает глаза? Он стягивает на себя чужую психическую энергию. А после того, когда стянул, радость. После того, когда стянул психическую энергию, радость. Таким образом, главное найти жертву, да, и после этого
ты там, после этого вы, может, извинения попросить. Извинения попросите, потеряете психическую энергию. Для того, чтобы не вытаращивать и ненавидеть искренне этого человека, можно научиться просто ее накапливать ниоткуда. Почему? Потому что для психической энергии не важно, откуда она берется. Мир наполнен высоким потенциалом психической энергии. Люди находятся, и между людьми находится большой слой психической энергии. Психическую энергию создал Бог для человека, чтобы человек испытывал состояние накопления психической энергии. То есть человека он создал для того, чтобы человек получал удовольствие. А удовольствие получать человек не может до того момента, пока не начнет восхищаться. А восхищаться не научится до того момента, пока не научится произносить «ах». То есть делать так. Итак, практика для дома или для улицы. Идете и делаете так. И дальше произносите, что же ах, водичка, и флешечка, или флешка, или можно делать так. И после этого, ну и придурок. Такое тоже может быть. Почему? Потому что придурки могут быть веселыми. Они могут быть абсолютно невеселыми. Вы же знаете теперь другой мир придурков, которые разрушают свою семью. Это достойно восхищения или свою судьбу. Когда я вижу людей, которые орут, матюкаются, там, дерутся, знаете, я всегда делаю так. Ой, какие же молодцы вообще, вот дают. Почему? Ну они молодцы, они действительно молодцы. Они не сдерживают своих внутренних вибраций. Вибрации помогают этим людям реализовать себя. Боже, это же Божий промысел, вы представляете? Но они так и проживут, будут пить и драться, драться и пить. После этого жаловаться на то, что у них не хватает денег, на то, что у них там болит что-то. Они так и будут обвинять в чем-то государство, своих детей, потому что они будут жить среди вот этого миллиона людей, не понимая, что такое магическая конкуренция. Правильно, да? А мы маги, мы сидим себе ехидно, смеемся, толстеем и становимся богатыми. Понимаете? Нет, я говорю серьезно. То есть мы смеемся, толстеем и становимся... Я сегодня видел, как человек, который вез меня в такси, он меня искренне ненавидел. Почему? Я шел с красивой женщиной, с довольным видно лицом, знаете, там, настроенный на то, чтобы провести утреннее. И вот он не мог даже разговаривать. Я говорю, здрасте. И после этого он делал так... То есть я понимал, что этот человек начинает выделять психическую энергию, создавая свой вибрационный фон. Что я начал делать? Я начал делать так. Раз человек создает вибрационный фон, то он может либо проникнуть в меня, либо я могу поставить триггер. Каким образом я поставил триггер? Я себе произнес внутренне. Я радуюсь в тот момент, когда таксисты меня ненавидят. Да, ура, и такое бывает в моей жизни. Конечно. Человек, создавая чувства, всегда теряет свою психическую энергию. Начните кого-то ненавидеть очень сильно. Я ненавижу, ой, у меня уже нет сил, я буду лежать. Почему лежать буду? Потому что я уже столько потратила энергии на ненависть, что мне уже нет сил ходить. Потом я буду его ненавидеть лежа. Потом и есть не могу уже его ненавижу. И спать не могу его ненавижу. А почему спать не может? Потому что Бог должен зайти в человека и аннулировать эту энергию. Представляете? А женщина не хочет. Почему? Потому что ее эгоизм не дает. И Богу противно. Почему человек напивается и потом не может заснуть? Потому что божественная энергия не хочет входить в тело человека, в середине которого воняет алкоголем. После этого ждет эта энергия, когда там хоть чуть-чуть полегче будет, и потом входит, чтобы что-то убрать. Понимаете? Ладно, это шутка была. Но доля правды в этом все-таки присутствует. Методы накопления пси-энергии номер 2. Это то, о чем я сказал. Это добровольный выбор реагировать удивлением или учитесь видеть в замке золото, а не пыль, то, что я говорил раньше. Не произносите при этом этого человеку. Почему? Потому что это обижает человека. А если обижает, то это создает вибрацию по отношению к вам.
Вы как эмпат собираете вибрацию ненависти, делайте это так, отвернулись и говорите себе: я радуюсь от того, что меня возят периодически нервные водители. Или я получаю удовольствие от того, что водитель испытывает, глядя на меня, состояние страданий. Вы 1-2 раза это сделаете, это создаст у вас вот этот антидот или антипатию, и после этого это в дальнейшем вы не будете обращать внимания. Сели, посмотрели на кривое лицо, дальше отвернулись и занимайтесь своими делами. Вас это мучить не будет совершенно. У вас появится внутреннее состояние, ваша эмпатия начнет работать как антипатия. При этом вы антипатию к этому человеку испытывать совершенно не будете никакую. Вас отпустит это. Далее, 3. Человек должен научиться выделять психическую энергию и собирать психическую энергию. Когда он ее собирает, то он ее собирает следующим образом. Он внутренне или внешне произносит слово «ура». Ура! Почему? Смотрите, когда вас кто-то обидит, сядьте и 10 раз сделайте, как я вас научу. Ура! 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 После этого через 10 раз у вас не будет обиды на того человека, который вас обижает. Вас бросил мужчина, вы его ненавидите, сядьте и сделайте 10 раз. Ура! Ура! После этого у вас накопится психическая энергия. Когда у вас появится психическая энергия, она начнет поднимать ваш уровень духовности. Уровень духовности сделает вас добрым. Понятно? Ага. Потеря психической энергии снижает уровень духовности человек становится злым. Потеря психической энергии, она обычно воспринимается как элемент проявления злости. Вот у нас есть в нашей семье уже такое вот понимание. Я очень быстро накапливаю психическую энергию. Это происходит приблизительно за 40 или 2,5 часа. Особо большое количество психической энергии я трачу обычно во время проведения сеансов целительства, когда я работаю как целитель с людьми. Но на следующий день обычно, ночь я переспал, и на следующий день у меня обычно случается проявление элементов зла. То есть я не могу сдержаться, чтобы не бурчать. Но близкие мои, они обычно уже предупреждены. Да, любимая жена? То есть я говорю, что после таких сеансов, потратив энергию какую? Я потратил фактически энергию доброты. Тогда до того момента, пока я не накоплю новую энергию, то я буду кем? Я буду проявлением зла. Другое дело, что человек накапливает психическую энергию долго. Что я делаю по утрам, как вы думаете? Я по утрам я делаю вот что. И делаю мысленно: ура, ура, ура. Почему? Мне нужно пополнить запасы психической энергии. Я даже могу сказать, где эта психическая энергия у человека находится. Эта энергия располагается в виде гантели, вы представляете, которая соединяет его голову и его грудь. Вот такая себе гантеля, в которой и накапливается психическая энергия, представляете? Она плавно накапливается. Если ее уровень упал до горла, то начинаешь ругаться. Если оно упало и здесь исчезло в груди, то и безденежье, и ненависть, и все люди какашки и так далее. Но я начинаю в этот момент понимать, что мне необходима психическая энергия, и начинаю слушать музыку, или начинаю там хорошую какую-нибудь, или начинаю находить возможность, это тоже такой метод эзотерический, это метод, который говорит: проявляй доброту, или ищи в себе возможность быть добрым человеком, находи в себе доброту, ищи в себе этот компонент. И после этого я прям сижу и делаю так: проявляй доброту, и я начинаю улыбаться, начинаю находить возможность проявить доброе отношение. У меня это работает автоматически. То есть, как бы человек, что бы человек не сделал в моей жизни плохого по отношению ко мне, я все равно нахожу возможность этому человеку простить, отпустить, не обратить внимания. Почему? Принцип эзотерики звучит так: если ты не прощаешь, то тогда это с тобой будет происходить постоянно. Ты эмпатируешь это в свою жизнь.
То есть, если же я подолгу мстю, ненавижу, то это будет повторяться постоянно. Это будет постоянно. Я очень-очень сострадаю тем людям, которые постоянно обижаются. Почему? В их жизни, скорее всего, не произойдет никаких изменений. Они будут постоянно находиться или постоянно попадаться в одну и ту же ситуацию. То есть нужно постоянно найти объект, которого я буду ненавидеть, сделать этого объекта виновным в чем-то, что со мной произошло, и после этого считать, что этот человек там я должна ему отомстить, или этот человек обидел меня, или этот человек меня унизил, оскорбил и так далее. Униженные, оскорбленные тире – это падение в пропасть, безденежье, а также падение в пропасть низкой вибрации. Представляете? Среди черни или людей, которые очень мало зарабатывают, очень часто злятся, по-другому этих людей можно назвать люди с очень низкой психической энергией. Почему? И что же делает этих людей, что же делает других людей, создает их высокую психическую энергию? Создает элементы, когда они находят в себе возможность накопить. Но обычные люди, они же не часто удивляются. Они не часто восхищаются, они не часто радуются. А для того, чтобы радовались, им необходимо какое-то условие, правильно? Когда человек не часто радуется, когда человек не часто удивляется, то у него теряется психическая энергия. Теряется психическая энергия, теряется уровень доброты, появляется злость. Человек не двигается на пути выращивания духовности, и человек становится бездуховным, сдвигается или начинает падать в бездуховность. Чем ниже у человека уровень духовности, тем он будет беднее. Чем выше состояние духовности, тем он будет богаче. Тогда, получается, полечив Юлю, я фактически могу себя привести к безденежью. Можно ли так сказать? А там начинается, как же вы тратите психическую энергию? Прочитали что-нибудь в интернете? Ой, срочно нужно научиться поставить программу какую-нибудь. Программу. Я богатая, я красивая, я здоровая, я худая в бедрах, а грудь у меня больше размера. Ха-ха-ха. И после этого это же должно произойти мгновенно. Мгновенно. А сколько энергии должно... Вы даже не представляете, в этот момент те слова, которые мной сказаны, как это сказал Шлахтер там, или трансерфингист реальности, не помню фамилию, Зеланд. В этот момент человек должен потратить такое большое количество энергии. Какой? Психической. Я хочу вам сказать, что уже совершено 2 ошибки. Какие ошибки? Человек себе наврал. То есть он наврал, что он сейчас прямо стал богатым, красивым, умным и здоровым. Почему? Это все ложь. А если это ложь, то в дальнейшем я вам буду говорить, ложь создает у человека состояние депрессии. Ведь человек произнес себе неправду. Это же сейчас по факту не так. Когда человек говорит, я сейчас здоров, богат, умен, здоров, и там я президент Российской Федерации и так далее, то я многократно себе налгал, представляете? А ложь, она обычно создает вибрацию вокруг меня лжи. Тогда максимально что я привлеку в свою жизнь? Я максимально привлеку лжецов в свою жизнь, которые должны будут либо говорить мне, что я действительно президент Российской Федерации, либо энергия должна подействовать мне на мозги и сдвинуть мозги таким образом, что психическая энергия сделает меня психически больным человеком, и я поверю, что я президент Российской Федерации. Но это же не так. Правильно? Второе, что произойдет, человек испытывает или использует только свою психическую энергию. А в эзотерике есть такое понятие: используем энергию духовную плана Бога. Вы представляете? Оказывается, я вас научу здесь прямо, возможно, не сегодня, а завтра, использовать напрямую. Вы уже умеете, просто чуть-чуть я вам подскажу, как вы это должны делать. Вы должны использовать напрямую энергию божественного плана. Бог должен для вас создавать ваши мечты, а не вы сами. Как человек обычно делает? Он говорит: ой, я так хочу, чтобы у меня была машина, так хочу, чтобы эта машина у меня была, пусть эта машина у меня будет. После этого человек тратит свою психическую энергию, забирает у него эта психическая энергия, откуда вибрацию. То есть для реализации его мечты тратится энергия его чувств. И кем он становится, как бы сказали в Абхазии, бесчувственником. То есть он такой человек встает утром,
хмурый, он не любит всех, знаете, он всем бурчит. Почему? Потому что его чувства не реализовывают то, что у него скоро должна быть хорошая машина. Правильно, да? То есть обычно вы начали заниматься эзотерикой и начали чувствовать или начали проявлять или расходовать психическую энергию совершенно бесполезно, совершенно не нужно, не имея ресурсов для ее накопления. Так смотришь семинары других людей и понимаешь, насколько они глобально ошибаются. Вы представляете? Естественно, это ничего не дает. И, конечно же, мир после этого делится на волшебников и сказочников. Естественно, мир делится на волшебников и сказочников. Так сказочники рассказывают что-то, хочется этому верить, начинаешь применять, и ничего не происходит, только хуже. А волшебники ничего никому не хотят рассказывать. При этом и живут хорошо, и здоровые, и при этом богатые. Почему? Сидит тихонько в сторонке, хихикает, и ему на счет падает каждые 20 минут $1000, знаете. Вот такие вот они, эти профессиональные маги. Знаете, я хочу вас научить быть вот такими профессиональными магами. А зачем они хихикают, я дальше тоже расскажу. Скажите, вы к этому готовы? Нужно сказать, да, капитан, да. Ну, я вас к этому приведу. Конечно же, слово «ура» можно руки первое время вверх поднимать, но высший пилотаж, когда человек не произносит «ура», а просто сидит и делает это на вдохе и на выдохе, как я делаю. Я делаю это обычно так. И после этого мысленно говорю «ура». Но мысленно это делаю, не произнося. Но первое время, чтобы ощутить эту вибрацию, я обязательно делаю это руками. Ура! Ура! Давайте поднимем руки и сделаем «ура» вместе со мной. Ура! Да не надо кричать. Надо делать это тихонечко, шепотом. Делаем это вместе со мной. Ура! 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 Теперь руки убираем и попробуем ощутить, где мы ощущаем вибрацию в себе. Давайте я скажу. В груди. В груди. Именно там, а также еще где? Во лбу, а также еще где? В горле. Тогда где это все накапливается? Эта вибрация накапливается у вас психической, энергетической гантели, которая соединяет у вас голову с грудью, поняли? Соединяет голову с грудью. То есть ваша эта энергия, она соединяет вашу грудь и вашу голову. Там она накапливается. Она таким образом накапливается, когда человек несколько раз произносит «ура». Но ресурс этой энергии во время произнесения «ура» невысокий. Также элемент накопления психической энергии тоже небольшой, потому что она с врожденным, врожденный ресурс вот этого цилиндра психической энергии невысокий. Поэтому если человек, у которого нет дополнительных ресурсов для накопления психической энергии, начинает после нескольких раз «ура» чувствовать у себя недомогание, желание полежать, желание там повздыхать, там еще что-то происходит. Почему? Переизбыток психической энергии возникает. Понятно? Далее. Это ощущение, как будто хочешь брызнуть от смеха, но сдерживайся. Это накапливает психическую энергию. Запишем это? Давайте пишем 4. Итак, сейчас мы запишем, или мы пишем методы накопления психической энергии. И у нас 4. Это ощущение, как будто хочешь прыснуть или вспрыснуть, наверное, нужно сказать, от смеха, но сдерживайся. Показываю, как это выглядит. Понятно? Вот так свекруха домой приехала, смотрит на вас, а вы утром сидите на диване. Она говорит, ну как тебе новые власти? Вы... Она же не понимает, что вы не над ней насмехаетесь. Ну, вызовет скорую. Для того, чтобы скорая забрала, нужно, чтобы им кто-то деньги заплатил. А если никто не заплатит, обычно никто никому и не вызовет. Дальше. Переизбыток психической энергии возникает у человека в тот момент, когда он начинает смеяться. Также накопление психической энергии возникает, когда человек смеется. Но смеется необыкновенно, а смеется немножко помешавшись. Вот так. Я говорю это серьезно, научитесь.
Когда вы будете злиться на какого-либо человека, быстро изменить вот это состояние злости можно так. Смотрите на него, и в этот момент, когда хотите что-то там сказать нехорошее, делаете все, после этого отпускает мгновенно. Так, сейчас как позвоню, как скажу, и после этого сейчас перед этим попробую практику Дуйко. После этого, алло, как дела? Отпускает. Также вот это это то, что освобождает вас от нереализованной негативной психической энергии. Такая тоже бывает. Или эмпатической энергии, или ментальной, по-другому можно назвать. То есть в вас вошла эмпатия чужих, в вас вошла, вернее, ментальная энергия чужих людей, которая должна создать у вас действие. Вы должны от нее освободиться. Вот освобождение происходит, когда вы вот так неискренне, не по-настоящему и гадко смеетесь. Понятно? То вы, да, переизбыток вот этого негатива из вас в этот момент высбрасывается. Это высвобождает. Вот я считаю, что именно эту практику нужно практиковать первым магам, которые будут пробовать вообще в дальнейшем заниматься магией. То есть человек должен начинать именно с этого. То есть после этого вот так человек сделал несколько раз, и только после этого он должен переходить к и после этого ура, да, то есть он вначале должен убрать переизбыток негатива. Далее, это просто смеяние, как сумасшедший человек. Записали, да? Одним словом можно сказать, что любой смех, который не проявляется в виде смеха в открытом виде, это все прямое накопление психической энергии. Серьезно, человек должен научиться смеяться, глядя на что-то смешное, не проявляя это во внешний мир. Вот смотрите, смеяться полезно, это очень хорошо, но он должен научиться смеяться еще и от того, что там, где смешно или где не смешно. То есть научиться накапливать вибрацию просто так. Вот этот смех он должен направить в себя. Если вы сделаете вот такой вот смех вместе со мной прямо сейчас несколько раз и перестанете смеяться и посидите вместе со мной с открытыми глазами, то вы начнете чувствовать, как вам хочется смеяться, не улыбаясь. Хотите, сделаем это? Давайте вместе со мной испугаем людей, которые у нас находятся в этом помещении, соседи наши, и начнем смеяться, как совершенно сумасшедшие люди, вместе со мной. Давайте. У вас очень веселые лица, этого нельзя. Человек смеющийся радостно, у него счастливое лицо. Человек смеющийся как сумасшедший, у него безрадостное лицо. Мне очень помогает это пройти таможню. Я когда прохожу таможню, что-то спрашивают, вот так. Также могу сказать, что вот как бы не обижалась на меня моя любимая жена, кстати, Соня, хочу признаться тебе в любви, а также моя любимая ученица школы Светлана, которая имеет смелость быть вместе со мной в моей семье иногда. Для того, чтобы они не обижались периодически, это возникает, просто психическая энергия реализовывается. Я применяю эту практику. То есть я вижу, что жена сейчас начнет нервничать, как я делаю обычно в лифте, Соня. Так и делаю. Я это делаю, специально применяю в своей жизни. То есть мы едем в лифте, Соня говорит, как дела, любимая? Я делаю так. Вообще так легко сразу становится. Делаю так 3-4 раза и обретаю психическое состояние радости внутренней, понимаете? Ну что, сделаем? Ну что ж, попробуем сейчас, сделай злое лицо. Найди в себе быть временно мистером Бином. Помните мистера Бина, да? То есть, что бы ни происходило, лицо надменного человека, презирающего любые законы и общество, и порядок, да? Ну так, делаем лицо мистера Бина, презрение в лице, и делаем так. Еще раз. Не задорно. Надо задорнее. Вы чуть-чуть не психически больные. Вы чуть-чуть не психически больные. Психически больной человек, он задорно делает. Он едет, смотрит на кого-то, вот так вот. После этого все дергаются, понимаете.
Таким образом, вот смотрите, мы сейчас сделали это чуть-чуть, сейчас пройдет 10-15 секунд, и у вас будет ощущение, будто вы с закрытым ртом, сидя, глядя на меня, появляется внутреннее состояние, будто улыбка проявляется, но не через лицо, а где-то в груди. Можно так сказать? Это говорит о том, что состояние эйфории увеличило у вас внутреннее, освободило, вернее, вот этот котел накопления психической энергии и добавило туда психическую энергию. Саша, что там пишут у нас люди? А? У нас же английский перевод. Дальше. Реализация психической энергии. Реализация происходит, мы уже написали, наверное, ладно, хотите написать, давайте напишем. Реализация происходит исключительно, когда человек создает эзотерический или магический пас. То есть создает магический пас. О магических пасах, о том, как их можно быстро проявлять в мире, о том, что такое коды Вселенной, о том, как или какие бывают коды, которые ни в коем случае, ни в каком виде нельзя давать людям, которые в обыкновенной жизни есть, потому что они потом сходят с ума. Вот об этом я вам буду рассказывать, как проявлять свою психическую энергию в жизнь другого человека, это я вам все буду рассказывать. Итак, психическая энергия, ее реализация происходит в тот момент, когда человек делает пасы. Пасы это выглядит так: вытаращенные глаза и движение руками. Или выполнение какой-либо эзотерической или магической процедуры с представлением чего-нибудь. Я представляю, будто я, допустим, вот лечение человека от рассеянного склероза. Я прикладываю руки к голове этого человека, представляю, будто я бросаю на мозг этому человеку белую глину и мысленно начинаю эту белую глину шпателем размазывать по этому мозгу. Делаю это на вдохе и на выдохе, делаю многократно, при этом каждый раз вытаращиваю глаза. То есть вот здесь голова, я делаю вдох и делаю выдох. Представляю, будто там я начинаю шпателем размазывать по голове. Снова представляю, будто я шпателем начинаю размазывать. Таким образом, что я трачу? Я вот этими пасами, вдохами и выдохами трачу свою психическую энергию. Когда я отошел, у человека происходит элемент выздоровления, а у меня происходит элемент дальше реализации психической энергии. То есть я начинаю чувствовать со временем, будто меня уже что-то не радует и так далее, и так далее. Поняли, да? Мне очень жаль тех людей, которые не знакомы с магией. Мне очень жаль тех людей, которые попались сейчас в ловушки эзотерики, которые наслушались там Правдину или там НЛП-программирование непонятных там людей, которые уже стали эзотериками, уже не НЛПшниками. И мне не нравится, я могу сказать это ответственно, мне не нравятся некоторые эзотерические руководители, там, включая Полия. Ну, нельзя это говорить. Я ни при чем, я добрый человек. Тем не менее, мне не нравится это все потому, что если использовать эзотерические пасы, привлечение в жизнь денег, улучшение материального благополучия, используя медитации, используя построение аффирмаций и так далее, везде тратится психическая энергия. И человек становится вот таким серым, все время расстроенным, все время злым. Почему? Психическая энергия падает, тянет за собой духовную энергию. Духовная энергия падает, человек становится злым. То есть смотришь на духовного лидера, который одновременно очистил пространство, всех людей вылечил, там всех людей сделал высокодуховными существами, поставил там, я не знаю, котлы, мотлы, я не знаю, что-то там с людьми сделал, выровнял судьбу, выровнял там вектора жизни, там провел и простил грехи, я не знаю. И после этого смотришь на этого человека, а он злой. И он злой и не может сдержаться, прямо вот злость клокочет и начинается: да я сказал, я как долбану, там глаз на попу натяну, из попы геморрой, там и там сдохните только у меня. И он прав. Почему? Потому что этот человек не знаком с тем, что называется накопление психической энергии. А его просто необходимо научить делать так.
О, понимаете, он должен научиться это делать для того, чтобы быть не злым, а добрым. Согласны с этим? Конечно же, люди открывали сайтов, их миллионы на сегодняшний день, и там куча магии. Делай так и делай так. Какую энергию тратишь? Магическую, психическую. А что ж никто не говорит, что вот я пробую делать, а мне хуже. Потому что тебе хуже, потому что ты потом создаешь вибрационное поле плохое. Потому что эти вибрации создают у тебя унылость, депрессию, состояние негатива. А ты не можешь с этим справиться. Почему? Тебе необходимо накопить это. Мальчик так хотел стать звездой, что после этого ему начали лечить маниакально-депрессивное состояние. Почему это произошло? А кто может ответить, исходя из тех знаний, которые сегодня у нас есть? Конечно, он так хотел стать, что он создал вибрацию ментальную, то есть он начал тратить на это психическую энергию. То есть он надевал наушники, слушал там Рамштайн или там другую какую-то мультизнакомую группу там чью-то, и после этого у него появлялись чувства, будто он уже на сцене с гитарой, как гитарист настоящий прыгает, и там потеря психической энергии произошла, да? То есть у человека происходит мысленное мечтание о том, что это с ним уже происходит, и у него начинает в этот момент реализация происходить, и тратится вибрация, психическая энергия. Он становится злой. После этого у него появляется только тень в мире, он не начинает получать удовольствие, потому что человеку свойственно получать удовольствие от пищи, не может получать от пищи. И он приходит к состоянию, где человек на самом последнем уровне психической энергии может получать удовольствие исключительно только от своих воспоминаний, больше ни от чего. И от иллюзий, то есть либо от воспоминаний, либо от иллюзий. И после этого он не может, получается, он не накапливает расход психической энергии ни на что. То есть ни на что потраченная психическая энергия приводит его к тому, что он все время погруженный, все время раздраженный, все время ему плохо. И это не так. А чем-то хочешь заниматься? Чтобы чем-то заниматься, нужна психическая энергия. Чтобы чем-то заниматься, сначала должны появиться чувства. Чувства — это вибрации. Вибрации тоже психическая энергия. Понимаете? Куда ни ткнешь, всюду расходуется психическая энергия. И после этого, конечно же, я сейчас перед публикой выступаю, я там бла-бла-бла. Что я трачу? Психическую энергию. Куда едут звезды, которые выступают перед публикой? В ресторан, правильно. После того, когда отметили, едут в ресторан. Почему все звезды поправляются? Потому что нужно как-то восстановить психическую энергию. Но они же не знают практик Андрея Дуйко, что можно восстанавливать путем восхищения. И начинают переедать. Или начинают там вытягивать, вытаращивают глаза, там кому-нибудь хамить. Я видел такую женщину, она в метро вытаращивала глаза. И я так и понял, что она собирает психическую энергию других людей. Такое тоже бывает, мы об этом поговорим, это не связано с вампиризмом. Чуть-чуть проехали. Итак, есть доктрина, некий эзотерический круг счастья. Конечно, после этого ребенка, который вот так проявлял мечты в виде вот такой вибрации, появляется ощущение, будто он живет в сером мире. Ничего ему не нравится. И не хочет никуда поступать, и не хочет ничего делать. Он хочет, а что хочет, он не знает. И вот после этого у него смело можно диагностировать психическое расстройство. И именно поэтому я часто говорю, да не надо там ничего мечтать, не надо. Я вас научу делать так, чтобы оно все исполнилось, и не нужно об этом думать даже часто. Один раз в год щелкнули, в течение года произойдет. Один раз. Главное, чтобы один раз, не надо каждый день там произносить и говорить. Один раз, одного достаточно. Я раньше думал, что это должно быть многократно. Не надо многократно, один раз. Если есть магическая сила, одного раза достаточно. А как ее обнаружить, я вам расскажу. Итак, есть доктрина, некий эзотерический круг счастья, или магический будем называть. Итак, мы его сейчас опишем для себя. Он, этот круг, замкнутый, но из-за того, что у нас доски нет и я рисовать не могу, вы сами для себя нарисуете его. Итак, первое — обучение, дальше тире. Второе — предпринимательство, дальше тире. Скажите, вы успеваете? Обучение, тире, предпринимательство, тире.
наслаждение, тире. И дальше этот круг замыкается на обучение. Обучение, предпринимательство, любовь, наслаждение. Обучение, предпринимательство, любовь, наслаждение. Между ними вот это тире, это элемент, который называется доброта. Смотрите, на любое желание человека. Вот смотрите, любое желание, допустим, женское, ну и мужское. Вот смотрите, я хочу научиться делать бизнес хорошо. Что мне поможет? Доктрина «Круг счастья». Итак, для того, чтобы бизнес делать, мне нужно обучаться, после этого не бояться и предпринимать, после этого любить свой бизнес, после этого наслаждаться от того, что я делаю, и после этого, когда у меня есть свободное время, наслаждаться, и если у меня есть свободное время, то снова обучаться. Смотрите, похоже, да? Похоже, смотрите. У меня не получается делать хорошо бизнес. Что мне нужно сделать? Вернись, значит, и обучайся. То есть, если я не знаю, как мне предпринимать в интернете, значит, я не умею предпринимать в интернете, значит, мне нужно обучаться тому, как нужно предпринимать в интернете. А если я не хочу обучаться и учиться, как работать в интернете, то что я должен делать? Я должен научиться наслаждаться. Чем наслаждаться? Как ни странно, мне не хватает психической энергии и не хватает удовольствия. Я должен наслаждаться жизнью, я должен удивляться, восхищаться теми людьми, кто уже достиг какого-то совершенства в чем-то. Вот смотрите, как сделать так, чтобы у вас появился свой собственный отель? Что вы должны сделать? Исходя из вот этой концепции, для того, чтобы у вас появился собственный отель, вы должны ходить вокруг этого собственного отеля и им наслаждаться и восхищаться. Вот смотрите, обычно люди начинают завидовать. Они видят ягуар, еще и видят там чужую мужчину или женщину и говорят: ах ты сволочь, ягуар, ах еще и она, я знаю, как она заработала там. А что нужно делать? Нужно относиться к ягуару, как будто это элемент высокого восхищения. Говорите: ох ты ж, какой механизм, прям как животное, а какие колесики, колесища. Они, конечно, могут нормально покатать. А какой капот, обтекаемость какая. Мои глаза не видели такой красоты, как ты. Ты самое прекрасное, что я видел в своей жизни. Все, готовьтесь, ягуар будет вашим. Его, возможно, вам даже подарят, знаете. Почему? Потому что, когда ты что-то хочешь, ты этим должен восхищаться и наслаждаться этим, понимаете? Как только ты начинаешь страдать от того, что ты это видишь, то у тебя это никогда в жизни не появится. Скажите, чуть-чуть это объясняет, почему там чего-то нет в жизни, да? Вам нужен отель, как применить магию? Ой, какие колонны, ой, какие я таких колонн не видел, а какая плитка, а какое пространство. Да это не пространство, это огромное количество воздуха, света, пространства, колоссы. Ох, понимаете, все, дальше в вашей жизни появится отель. Почему? Вы им наслаждались. Вы им восхищались. После этого появится автоматически желание научиться управлять отелями. После этого начнете предпринимать действия для того, чтобы эти отели появились. После этого появится любовь к отельному бизнесу. И после этого наслаждение тем, что это с вами произошло. Поняли? Вот этот круг, он и называется доктрина счастья. Вот здесь между этим всем есть доброта. Понимаете? Получается, я наслаждаюсь и к этому отношусь по-доброму, то есть без насмешки, без ехидства и так далее. Я обучаюсь и к этому отношусь по-доброму, без ехидства. Вот смотрите, у меня, допустим, есть желание познакомиться с женщиной. Что я должен делать? Я должен обучаться тому, как необходимо знакомиться с женщиной, обучаться, как я должен жить. Правильно? Почему? Возможно, я буду обучаться у своих родителей, у каких-нибудь знакомых. Возможно, это будет для меня обучение. Дальше, предпринимательство. Для того, чтобы мне начать ухаживать за женщиной, я должен предпринимать какие-то движения. То есть я должен подойти и сказать: девушка, это не вы $100 уронили. И после этого, когда она обернется
вернется и поднимет, я должен сказать, а я всегда, если вижу, что из кого-то выпадает $100, обязательно говорю, я очень честный человек, но мои глаза не видели никогда такой красоты, как вы, девушка, поэтому вы разбили мое сердце и осколки разбросали, теперь только вы моя судьба. Это называется предпринимательская деятельность по отношению к этой женщине. А как это можно по-другому еще назвать? Конечно же, это является предпринимательством. Дальше, что такое любовь? Любовь – это чувство, которое... Любовь – это искреннее желание сделать физическое действие, хорошее или доброе, что-то доброе, физическое, эмоциональное по отношению к другому человеку. Это и называется любовь. Вот смотрите, я вижу ребенка, и я хочу этого ребенка поднять, погладить, накормить. Скажите, почему я это делал? Он что, мне заплатит деньги? Или он что, мне передарит, или он дарит мне свою любовь там какую-то? Зачем я это сделал? А если он обкакался, то я все равно беру этого ребенка, иду и мою ему попу. Зачем я это сделал? Что я испытываю по отношению к этому ребенку? Любовь, которая заставляет... Смотрите, любовь – это чувство, которое проявляется в виде эмпатии, которое вошло в меня, и которое проявляется в дальнейшем в виде действия, которое я должен делать. Помните, я говорил, вибрация – это чувства, которые проникают в другого человека, которые заставляют этого человека совершить действие. Так вот, любовь – это без проявления, то есть любовь ее не дают. Любовь – это то, что человек имеет уже в виде врожденного качества. То есть любовь в каждом человеке, она либо похоронена, либо живущая. И эта любовь, она заставляет человека, это как некий компонент божественного плана, который заставляет человека, хочет или он и нет, сделать что-то для кого-то хорошее. Это и называется внутреннее состояние божественной капли любви. Понятно? Это и есть настоящая любовь. То есть, когда ребенок обкакался, лежит холодный, то мое внутреннее состояние любви заставляет меня, моя вибрация любви заставляет меня более сильно ухаживать за этим ребенком. То есть, поднять его, вытереть ему попу, помыть, знаете, и после этого покачать и положить. Объяснение, ведь он мне ничего не дал, он мне ничего там... Ничего не провибрировал там в моем направлении. Возможно, он даже не знает, что такое там проявление вибрации и так далее. Вот вам и особенность. Тогда скажите, что важнее? Здесь элемент проявляется в том, что любовь нужно проявлять. А что значит проявлять? Это нужно проявлять в виде желания сделать что-то для своего бизнеса, а не просидеть дома. То есть, смотрите, сделать что-то для женщины, а не сделать для нее. Сделать что-то для детей, а не сделать для них. Понимаете, это и называется внутреннее качество капли божественной любви. Есть три компонента, которые есть в человеческой жизни. Первое – это желание, которое возникает у человека, он не может с ним справиться. Второе – это качество совести, с которым человек не может справиться. И третье – это качество любви, которое подталкивает человека что-то делать в жизни. Конец. Эти все три качества – это врожденные качества, которые специально приобретать не нужно. Любовь специально приобретать не нужно, она есть в каждом человеке. Ее специально накапливать, специально приобретать не нужно. Это врожденные божественные качества. Понятно? Если люди, которые не испытывают любовь, ответ такой: не бывает людей, которые не испытывают наслаждения от чего-либо. А я не испытываю наслаждения в постели. Зато ты испытываешь наслаждение от того, что ты спишь и просыпаешься, ешь и наслаждаешься, пьешь и похмеляешься. То есть от чего-то ты все равно наслаждение испытываешь. Тогда если люди, которым не свойственно испытывать наслаждение, нет таких людей, тогда если это есть у всех, то это говорит о том, что все без исключения имеют качество. Это качество есть в каждом человеке, потерять его нельзя. Второе качество – совесть, это врожденное качество, которое потерять невозможно. Третье качество врожденное – любовь. Любой человек, кем бы он ни был, убийцей, фашистом, там, кем угодно, у него все равно появляется это качество, он хочет о ком-то заботиться, и у него непременно появляется желание что-то для кого-то сделать хорошее безвозмездно. Для своих детей, для своей мамы, для себя, для кого-либо еще. То есть можно сказать, что любовь – это врожденное качество, и над любовью работать специально не надо.
Понятно. Ну, мы к ней еще вернемся. Скажите, в этой доктрине некого эзотерического круга счастья есть ли какие-нибудь вопросы? У вас есть тупик. Вы открываете доктрину эзотерического счастья и смотрите, что мешает вам быть счастливым человеком. Смотрите, человек говорит, почему у меня не хватает денег на жизнь? Он открывает доктрину, и там написано обучение. Значит, я недостаточно компетентен в своей области. Или мне нужно научиться по-другому зарабатывать деньги. Второе, если я уже научился и знаю, там, как предпринимать, то я должен обязательно предпринимать, а не сидеть. Знаете, есть даже очень хорошее высказывание. Каждый может предпринимать, что захочет сделать, и каждому все по силам, до момента, пока он не начинает это делать. Потому что в тот момент, когда начинаешь это делать, то все оказывается не по силам и так далее, и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, предпринимательство – это важный компонент жизни человека, который человек должен сделать за счет собственных сил. Поэтому, если человек обучился, после этого, мне нравится Петя. Тебе нравится Петя, значит, ты должна сделать какое-нибудь действие по направлению к Пете. Принести ему чай, там, посмеяться рядом с ним. После этого, если это перерастает в любовь, то иметь желание сделать что-то для этого человека. Я не знаю, там, ну, наверное, мы все взрослые уже, там, переспать с этим мужчиной, если там женщина. После этого испытывать наслаждение от того, что этот человек в твоей жизни. То есть, глядя на этого человека постоянно, нужно произносить про себя: вот это да! Понимаете? Между ними, всеми этими компонентами, находится доброта. Я не испытываю наслаждения от того, что этот человек живет со мной. Значит, тебе необходимо обучение. Обучение тому, как женщина может быть рядом с мужчиной счастливой. Если такие обучающие курсы уже, слава богу, есть. Энергии. Мы дошли уже к энергиям. Энергии – это объединенные в системы. Энергии – это объединенные в системы элементы мировоззрения человека, которые создают в нем определенные чувства. Давайте еще раз. Да не, оно так непонятно, когда расскажу, все понятно. Энергия – это объединенные в системы элементы мировоззрения человека, которые заставляют его определенным образом чувствовать. Смотрите, мы уже поняли, что смысл жизни заключается в том, что человек создает вибрации. Вибрации – это чувство. Помните, я говорил, что вибрациями должен управлять мозг. Он и управляет, мозг, нашими вибрациями. Мозг управляет чувствами, чувства создают вибрации. Так вот, когда мозг создает вибрации, то соединение мозга и вот этих вибраций, это называется работа с энергиями. Итак, что такое энергия денег? Это энергия в виде моих мировоззренческих отношений по отношению к энергии денег, которые у меня создают определенные вибрации чувств. Смотрите еще раз. Энергия денег. Энергия денег – это мои мировоззренческие идеи или мировоззренческое обучение, отношение к деньгам, которые создают у меня определенные вибрации чувств. Смотрите, как это выглядит. Да, чувства к деньгам. Но они руководятся моим мозгом. То есть мы просто рассмотрели вибрации. А теперь как вибрации объединяются в энергию. Итак, вибрации в энергию объединяются следующим образом. Я человек, который прожил всю жизнь тяжелую жизнь. Я прожил всю жизнь тяжелую жизнь. Гипотетически, это не я. Я на самом деле прожил жизнь веселую, хорошую, удалую. Конечно же, я гипотетически говорю, я тот человек, который прожил жизнь очень тяжелую. То есть в моей жизни каждая копеечка создавала у меня тяжелейшие страдания. Мое мировоззрение, оно звучит так. В моем мировоззрении для того, чтобы заработать даже мало денег, нужно очень тяжело и долго трудиться. Для того, чтобы очень тяжело и долго трудиться, это
объяснение многократное в виде целых мировоззренческих элементов опыта. То есть мама так говорила, знакомый у меня такой был, это опыт моих друзей, которые рядом со мной живут. Это ненависть по отношению к богатым людям. Они богатые, они только воруют, они сволочи. Я не сволочь, я не богатый, я буду обязательно, в моей жизни я буду только тяжело зарабатывать. Это создает вибрацию чувств, которые действуют на элемент или энергию денег, которые приходят ко мне или должны прийти ко мне только через мировоззренческий мой опыт. То есть если мое мировоззрение связано с тем, что деньги зарабатываются тяжелым трудом, то из всех миллиона или миллиарда совпадений, где деньги могут заработаться тем, что их заработать легко, и деньги будут зарабатываться тем, что их можно заработать тяжело, мое сознание, соединившись в тандеме с моими чувствами, то есть мой мировоззренческий опыт, соединившись с моими вибрациями, создаст привлекание энергии или опыт привлечения в мою жизнь энергии, где все исключительно совпадения приведут к тому, что мне будет тяжело зарабатывать деньги. Поняли, как это устроено? Получается, мое сознание, соединенное с моими чувствами, мое доказательное сознание создает то, что называется энергия. Вы представляете, то, что называется энергия. Скажите теперь, вы понимаете, что такое энергия? А теперь у вас есть понимание, что такое вибрация? Давайте еще раз скажу, чтобы это стало понятным. Энергия – это мой мировоззренческий опыт, который создает у меня чувства. Что такое вибрация? Это просто чувства. То есть чувства возникли почему-то, что за чувства неизвестно. Они не по отношению к чему-то или по отношению к чему-то какие-то, они без ума. То есть это просто чувство, вибрация. Я ненавижу это чувство. А ненавижу за что? Просто так ненавижу. Это вибрации моего тела. Я живу в ненависти без... Но если я соединяю, я ненавижу от того, что какашки люди, или от того, что люди там лохи, я извиняюсь за такие слова, это очень понятно просто будет. Из-за того, что я объединяю свое сознание или свое мировоззрение со своими чувствами, то я уже начинаю работать с энергией человеческого общества. Вы представляете? Таким образом я работаю с объединенной энергией человеческого социума. Все люди в этом городе лохи, одни лохи вообще. Их еще коматозит этот Порошенко, и они верят в это лохотронство. Пусть идут поскачут, как дебилы на этой площади. Вообще нужно занимать позицию. Уроды одни, куда попало паркуются, чудовища. И после этого это со мной соединяется. То есть мое сознание соединяется в виде мировоззренческого опыта с моими чувствами. И это создает мое отношение или создает тысячи вариаций того, чтобы в моей жизни были люди, которые меня ненавидят. Представляете, я ненавижу их, они ненавидят меня. Я работаю с энергией социума. Весь социум будет меня ненавидеть. Весь социум. Получается, я это сделал через свое сознание, влияя на свои вибрации, которые начинают формироваться где? Давайте еще раз скажу. Сознание человека находится в его голове. А вот чувство его находится в его груди. Сознание находится... Почему человек бесчувственный? Человек бесчувственный, потому что он реализовал свою психическую энергию на что-то. Понимаете? Не надо было мечтать. Ничто так не погубило людей в большом количестве, как незнание, как работать с энергиями. Дальше пишем о том, что такое энергии. Если человек страдает, то это у него отбирают. Так работают энергии. Если человек радуется, то это ему дают. Как эзотерически работать с энергиями? Как эзотерически работать прямо напрямую с энергиями? Существует ли такой опыт? Энергии социума, объединенные между собой, это энергии, грубо, людей, которые двигаются в одной вибрационной волне. То есть это люди, которые находятся, это рыбы, которые плывут все время в одной реке. Вам необходимо
эти реки, их много. Это реки людей, которые счастливы и живут очень богато. Это реки людей, которые живут все время несчастливые, которые все время страдают от жизни. Это реки людей, которые все время, это реки людей, объединенных энергиями денег и ненависти, потому что они знают, что деньги это зло, только у евреев и у политиков могут быть деньги и так далее. Вот эти энергии объединяют людей в одно энергетическое поле. Данное поле, одно энергетическое, объединяет людей в некий эгрегор, который называется кластер. Это кластер черни, кластер неудачников, кластер женщин, которые не могут выйти замуж, кластер без конца болеющих людей, кластер несчастных, кластер невезучих, кластер проклятых, кластер все время находящих неприятности в жизни, кластер посаженных, кластер тупых, кластер ненавидящих. Сейчас мы к этому придем. Конечно, это кластеры. Вы, скорее всего, находитесь в определенном кластере, в котором вы плывете как рыба. И вам необходимо выйти из определенного кластера, вы хотите это делать. Для вас это необходимо сделать. Итак, можно выйти из кластера мгновенно в другой кластер. Каким образом это сделать необходимо? Нужно сказать себе, пусть появится энергия богатства и очень счастливой и успешной жизни передо мной в виде, и дальше мужчины представляют женщину, а женщины представляют мужчину. В виде вот такого красивого мужчины. Да. Пускай появится энергия богатства в виде, или энергия успеха, богатства и счастливой жизни или везения в виде, и дальше произносите, мужчины или женщины. Вы не должны представлять, будто перед вами появляется мужчина и женщина. Вы должны представить, будто это появилось над вами, высоко, в небе, как будто вы где-то в небе. И что вы делаете? Один раз в день, желательно утром, вы представляете такую женщину, подходите к ней и обнимаете ее. Таким образом, вы автоматически выходите из кластера людей несчастных в кластер людей, которые работают, вернее, к кластеру подключаетесь энергии богатства, а также энергии везения и счастливой жизни. Автоматический выход из кластера. Сколько раз это делать? А это что, много времени занимает? Программа ставится один раз. То есть программу вы такую поставили один раз, пусть появится. Или я там представляю, будто сейчас появится. Таким образом, когда вы представили, что это появилось, и представили, будто появилось, она, значит, ментально сформировалась. После того, когда она ментально сформировалась, то там есть программа какая? Осознанная. Вы дали ей ярлык, что это соединяет вас с энергией. Тогда что произошло? Вы соединяетесь автоматически с энергией, которая является тем элементом, который вас выдергивает из определенного кластера. Обнимаясь один раз так, чтобы такая энергия вас обняла и прижала к себе, заставляет вас выйти из того кластера, в котором вы находитесь. Скажите, это сложно? Один из самых простых методов, который помогает человеку вырваться из того уровня, в котором он находится. Скажите, удобно этим пользоваться? Так появились боги. А что такое боги? Когда человеческая энергия объединилась с задачами, которая объединилась с энергиями, то есть сознание объединилось с чувствами, создало вибрацию, это объединилось и сделало энергию. Энергия начала где-то накапливаться. Накопленная энергия стала божественной энергией. Божественная энергия человеческого плана, ей человек может поклоняться. Поэтому, когда вы будете представлять, будто вы видите такую энергию, не забывайте для этой энергии создавать мысленно жертвоприношение. Каким образом? Делайте воскуривание ароматической палочки для этой энергии. Мысленно представляйте, будто вы бросаете в огонь алтаря цветы.
То есть приставили алтарь, в него бросаете цветы. Так, чтобы дым от фимиама и запаха от этих возгорающих цветов попадал или шел даже энергетически, или даже невидимо в сторону вот этой энергии, которая будет доставать вас из всех видов кластеров, в которых вы находитесь, изменяя при этом еще и ваши концептуальные элементы сознания, которые есть у вас, которые делают вас находящимися в том кластере, в котором вы сейчас находитесь. А? Принцип соты? Нет, это как реки. Это как реки. Это как реки или это как... Это знаете, как выглядит, как что? Если говорить о том, что же происходит, то это все как оптиковолоконная передача информации. То есть есть одни люди, которые находятся в одной оптической нити, а есть люди, которые находятся в другой оптической нити, а третьи в третьей оптической нити. Когда вы создаете вот такую вибрацию, то вы создаете токи Фуко, которые образовываются вокруг вот этого оптиковолоконного шнура. Он в конце концов начинает нагреваться, подкорачивает к другому шнуру и при помощи короткого замыкания объединяется с каким-то там кабелем. После этого происходит небольшая деформация, и после этого объединение в одной точке. Вот это объединение в одной точке — это вы. Потом приходит мастер, объединяет, но ваша вибрация или ваш вот этот направленный импульс тока, которым вы являетесь, он уже перешел. Поняли, как это выглядит? То есть вы из одного кабеля переключились и становитесь частью другого кабеля. А наша жизнь — это фактически направленное движение частиц. То есть моя жизнь и ваша жизнь — это направленное движение частиц. Каких? Как в кабеле электрический ток. Вы представляете, как в кабеле, наша жизнь — это как в кабеле электрический ток. Зачем Богу наши жизни и смерти? Богу наши жизни и смерти, потому что жизнь и смерть человека — это как свет для Бога. Как свет для Бога. Вот представьте себе существо, которое живет все время в тьме. Почему живет все время в тьме? В космосе больше белой энергии или черной? Черной энергии больше. Тогда можно ли сказать, что в космосе много черной энергии, и можно ли сказать, что эта черная энергия, она в большинстве своем? Конечно, черной энергии в большинстве своем. То есть можно условно сказать, что Бог — это существо, которое все время находится в холоде и тьме. Тогда скажите, ему хочется света? Но если у существа все есть, и оно ни о чем не заботится, то ему хочется фейерверк? Ну, конечно, почему не хотеть, если это один из элементов радости? Вот скажите, человек, который имеет лампочку дома и который имеет большой прожектор дома, ему иногда хочется фейерверк смотреть? Хочется? Ну, у тебя же есть лампочка, зачем тебе фейерверк? Ну, у тебя же есть дома прожектор, зачем тебе фейерверк? У тебя есть свечка, и дрова, и огонь. Зачем тебе еще фейерверк? Точно так же и у Бога, понимаете? Жизни людей — это фейерверк для Бога, а вот солнце — это лампочка. То есть у него есть лампочка, он греется, для него это обыкновенный свет. А фейерверки — это жизни людей, которые рождаются, умирают, как бесконечный фейерверк вот этих лучей света для энергии, которая все время находилась и находится в тьме. Скажите, вы радуетесь фейерверкам? И мне они очень нравятся. Мне кажется, сколько бы ни смотрел на фейерверки, все равно в дальнейшем хочется еще смотреть. Вот такая вот у нас сегодня получилось первое занятие, первая ступень. Скажите, похоже на то, что у нас все будет ого-го? А дальше ого-го, друзья мои, эгэгэй. Скажите, интересно то, что я говорю, да? Ну что, до завтра.